Друзья, сегодня отправляемся в один из самых популярных и любимых туристами отелей Египта – Sentida Reef Oasis Senses 5 звезд, что расположился в уютной безветренной бухте Шарм-аль-Шейха. Отель уже много лет остается бессменным лидером среди туристов, притягивает их снова и собирает восторженные отзывы. В чем же его секрет? Давайте узнаем вместе. Я с семьей провел здесь почти 2 недели, чтобы дать вам самую полную и объективную картину. И в этом видео мы вместе детально изучим все питание. Не просто один шведский стол, а целых 4 доступных нам основных ресторана, где оценим ароматные завтраки, сытные обеды и изысканные ужины. Но это лишь начало. Я приглашу вас в самые атмосферные а-ля карты. Без доплат поужинаем у моря в индийском ресторане. Отправимся в Турцию попробовать сочные кебабы и перенесемся в солнечную Италию с ее минестроне и ризотто. Исследуем все бары отеля, расскажу о качестве алкогольных напитков и раскрою детали системы «Все включено». Посмотрим наш номер с террасой и живописным видом. Конечно, познакомимся с другими категориями номеров, в том числе и отеля четверки Reef Oasis Beach, который тоже является частью большого отельного комплекса Reef Oasis, куда входит и наш 5-звездочный Sentida. Расскажу, что можно на общей территории гостям пятерки, а что нельзя четверки. Так что, по сути, это будет большой обзор 2 классных отелей. Для вашего удобства буду показывать все на карте отеля. Так вы сразу поймете, где что находится, и будете знать все уже до того, когда приедете сюда отдыхать. Мы откроем самые интересные локации отеля. Исследуем всю территорию, гуляя среди пальм, экзотических деревьев и причудливых кактусов. Покатаемся в аквапарке и поплаваем в бассейнах. Посмотрим, что есть для отдыха с детьми. Поучаствуем днем в итальянских анимациях и активностях, а вечером пойдем на зажигательные танцы. И, конечно же, нас ждет главная жемчужина отеля – Красное море. Мы изучим особенности пляжа и его расположение. Разберемся, почему вдоль всей протяженной линии пляжа туристы легко купаются в море. Кто по пояс, а кто по шею. Неужели такой комфортный заход с берега? А еще вместе познакомимся с разноцветными кораллами, яркими тропическими рыбками и другими морскими обитателями. И даже это не все. Мы выйдем за пределы отеля и погрузимся в местную атмосферу. Нас ждут культовые места Шарм-аль-Шейха, знаменитые кафе Фарша и колоритный старый город с магазинами и восточным базаром. Вы увидите, куда стоит отправиться за настоящими впечатлениями и выгодным шопингом. Фильм получился по-настоящему большим, а по-другому никак, ведь отель сам масштабный, и он покорил мое сердце. Теперь и вас хочу влюбить в него, и после просмотра вы точно поймете, подходит ли он вам и почему манит туристов снова и снова. Всем привет, с вами Феликс Набиев, предприниматель, влюбленный в путешествия, основатель интернет-магазина туров и мобильных приложений enjoys.travel. Подписывайтесь и приятного просмотра! Летели мы авиакомпанией Al-Masriya. Это египетские авиалинии, рейсы которых в составе многих туров из городов России в Шарм-аль-Шейх и в Хургаду. У компании частые задержки, но зато туры на базе их перелетов получаются самые выгодные. Включен багаж 10 кг и ручная кладь 5. Перекус сэндвич с курицей или говядиной и напитки. Можно выбрать места через туроператора. В среднем $5-9. Наш перелет, особенно обратный, не обошелся без сюрприза. И о нем чуть позже, пока по порядку. Усталые и счастливые мы прилетели в аэропорт Шарм-аль-Шейха. Далее всем самолетом проходим к стойкам туроператоров. Они подскажут номер трансфера до отеля и выдадут миграционные карты, которые нужно заполнить для прохождения паспортного контроля. Тут ничего сложного. Рекомендую с собой взять пару
пару ручек. Одну для себя, вторую для других туристов. Все равно попросим. Заполняем все по загранпаспорту. И вот важный момент. На обратной стороне пишем Sinai Only, чтобы не платить за визу. Это если вы не планируете выезжать за территорию Синайского полуострова. То есть на экскурсии типа в Каир или Луксор. Далее забираем багаж. Тут главное свой чемодан забрать, а не чужой похожий. На наших метке яркие красные ленточки. Выходим из аэропорта и отправляемся к своему автобусу. Время в пути в среднем 25 минут, и мы в одном из популярных отелей Шарм-эль-Шейха – Сентида Риф Оазис Сенсес Резорт 5 звезд. В районе Хадаба, в одной из самых безветренных бухт Рас-Эль-Сид. Отель раскинулся на берегу Красного моря, рядом со своим ухоженным пляжем, который закрыт скалами от холодных зимних ветров. Здесь комфортно и летом, и зимой. Расположен на большой территории отельного комплекса Риф Оазис площадью 220 тысяч квадратных метров. Ближе к морю расположились корпуса отеля Риф Оазис Бич, категория которого 4 звезды, и сразу за ними корпуса Сентида Риф Оазис, категории 5 звезд. Мы, гости пятерки Сентида, можем пользоваться на всей этой территории всеми барами, ресторанами, бассейнами, включая те, что на территории четверки, а также всем пляжем без исключения. А вот четверка пользуется только частью своего пляжа и только своими барами и ресторанами. И, скажем так, в наш эксклюзивный ресторан, бары, бассейны и кусочек пляжа им нельзя. Если коротко, нам можно все, а им нет. Поэтому в этом обзоре мы с вами посмотрим все, и пятерку, и четверку. Итак, начнем с нашего Сентида Риф Оазис, который встречает нас продуманным ландшафтным дизайном. Растут пальмы и экзотические деревья. Сама архитектура отеля выдержана в современном ключе. Невысокие корпуса смотрятся очень стильно, несмотря на внешнюю простоту. Стоит переступить порог лобби, мы понимаем, что попали в хороший отель. Естественно, по египетским меркам. Пожалуйста, не сравниваем с пафосными лобби пятерок в Эмиратах или в Турции. Просторные лобби с мрамором с первых секунд создают приятное впечатление. Первым делом подходим на ресепшн с загранпаспортами и ваучером. Мы прилетели ранним утром, а заселение, как и везде, в 2 часа дня. Персонал здесь не вредный, и если есть свободные номера в вашей категории, то заселят сразу. Но учитывая, что отель очень популярен и всегда заполнен, возможно, придется подождать. Но это не проблема. Оставляем багаж в камере хранения и начинаем свой отдых прямо здесь и сейчас. Нам сразу доступны бары и рестораны. Можем пользоваться всей инфраструктурой отеля, сходить на завтрак, поплавать в море или в бассейнах. Можем просто подождать в лобби. Здесь отдельный столик Guest Relation. Это не ресепция, это другой персонал. Типа гиды по отдыху в отеле. К ним обращаемся с различными вопросами. Записываемся в спа, а-ля карт рестораны, жалуемся и так далее. В холле царит приятная прохлада от кондиционеров. Здесь можно присесть на уютные диванчики, чтобы перевести дух или почитать книги. Впрочем, мы прилетели сюда не в библиотеке сидеть, а для отдыха, а потому вперед к приключениям, в самое сердце отеля, его лобби-бар. Он словно гостеприимный хозяин, встречает и провожает гостей, а по вечерам здесь кипит курортная жизнь. Бар носит интригующее название Blue Bar. Я не стал медлить и сразу же освежился прохладной содовой, с сочными дольками лайма и апельсина. Перед вами карта бара с коктейлями. Входит в систему питания All Inclusive. По ней нам доступно много ресторанов и баров по всей территории, с которыми познакомимся по ходу видео. А пока по этому бару. Так вот, в рамках этой концепции без доплат круглосуточно доступен местный алкоголь. Марок Баланачи и Фараон. Данные бренды отличаются хорошим качеством. Пить их безопасно, но феерии вкуса, как от Чиваса и Хеннесси, не ждите. Поставляется в пластиковых бутылках только в отеле системы All Inclusive. Производится на одном из самых крупных в Египте заводов алкогольных напитков – Аль-Ахрам. Также там варят пиво Стелла и Хейнекен. Из пива в отеле разливное Сакара и в бутылках Стелла. В качестве снеков в лобби-баре чипсы. Для детей разная сладкая газировка и безалкогольные коктейли. Для кофеманов варят настоящий зерновой кофе и очень уютно, когда столик украшают живыми цветами. Как сами видите, в лобби-баре каждый найдет для себя что-то интересное. Ну а дальше, пока готовят наш номер, предлагаю сходить на завтрак и подкрепиться после долгой дороги.
На завтраке можем посещать 3 ресторана. Все они являются основными и работают по системе шведский стол. Расположены в разных частях территории. Атмосферный цитадель с живописными видами на берегу моря. А это большой Чибум посередине территории. И наш ресторан Мос, который доступен только гостям Сентида. Мы во всех с вами побываем. Но пока Мос. Нас встречает открытая терраса, где можно позавтракать на свежем воздухе. Ресторан работает с 7 до 10 утра. Заходим, и сразу в глаза бросается в меру просторное уютное помещение с высокими потолками. Отсутствует толкучка и очереди, хотя отель загружен на 100%. Тут комфортно, потому что в Сентида всего 247 номеров, и этот ресторан только для своих. Еды здесь предостаточно, все из ассортимента континентального завтрака. То, что любят многие туристы. Это зелень, овощи, сыры, колбасы, горячие блюда, яйца, приготовленные в разных вариантах, в том числе и пашот для Бенедикта. Всегда 2 вида каши, типа овсянка или рис на молоке. Зона гриля, где можно выбрать только что поджаренные говяжьи или куриные сосиски. Бекон из говядины, овощи на гриле. Баклажаны, кабачки, помидоры и, конечно, заказать себе классическую глазунью или омлет. Thank you. Конвейерный тостер, чтобы сделать лепешку или булочку еще вкуснее. Ну вот, моя тарелка уже приобретает аппетитный вид. Сейчас еще добавлю свежих овощей. Сочные оливки и еще блюдо на гриле. Видим картошка фри, французские тосты и пекут блинчики-панкейки. Вот еще тут выпечка. Всякие булочки, фатиры, бублики, блины и пончики. К ним шоколадные топпинги. Можно прихватить различные хлопья или создать свою тарелку мюсли, добавив туда сухофруктов. Дальше вкусняшки к чаю и кофе. Это круассаны и к ним различные заправки. Тут йогурты, есть мед в содах. Вот такую тарелку себе набрал, чтобы вкусно подкрепиться. Яичница, бекон, овощи на гриле и куриная колбаска. Возвращаюсь за фруктами, возьму всего понемножку. Посмотрите, желтый инжир. Да, он бывает не только цвета баклажана. Финики и фруктовый салат. И как же без сладкого? Ну, не худым же после отдыха прилетать. Круассаны и шоколадный топпинг. Они здесь ничуть не хуже, чем в Париже. Такие же легкие, хрустящие и воздушные. Обратите внимание на красивый зал ресторана. Большие люстры, колонны, лаконичные стулья. Все очень элегантно. И как же это круто, когда белые скатерти, салфетки, настроение праздника, да и показатель высокого уровня отеля. Попробуй меняй их после каждого туриста, все равно что-нибудь накапают. По напиткам на завтрак все привычное есть. Можем заказать официанту или, как обычно, подходим к отдельной зоне с напитками и выбираем, что нужно. Персонал всегда на местах и всегда чем-то занят. Убирают, прибирают и, конечно, все приветливо улыбаются. Отвечу на важные вопросы многих туристов по поводу завтрака. Есть ли фреши? Нет. Привас выжатый из апельсинов? Нет. Наливают из кувшина? Да, очень вкусный, с мякотью, но он пакетированный. Есть ли красная рыба или лосось на завтрак? Нет, но зато есть обалденный бекон из говядины и разнообразные морепродукты на обед и ужин. Есть ли детский уголок с блендером и детским питанием? Нет, зато по утрам 2 вида каши, творожок и йогурты, в том числе в упаковке. И что касаемо аристократов. Здесь шампанским брютом по утрам не встречают. Зато зерновой кофе. Профессиональные кофемашины в каждом ресторане и баре. Кстати, кофе достойный. Все-таки отдыхают в большинстве итальянцы. Ну что, друзья, подкрепились и пойдемте заселяться в номер. Думаю, он точно готов, потому что нас просили подождать всего минут 20.
Отель предлагает номера в уютных двухэтажных корпусах. Доступно несколько категорий номеров. На первых этажах с выходом на стильную террасу, на вторых с уютными балконами. Из окон каждого из них открываются прекрасные виды на бассейны и фонтаны, либо на ландшафты зеленого сада. Вот на этой гостеприимной территории расположены 7 корпусов Сентида, вместивших в себя 247 комфортабельных номера. В этой части, где мы будем проживать, и вот в этой. Пойдемте отправляемся в наш номер. Наверное, вам тоже не терпится его посмотреть. Номер категории Comfort Pool View. Довольно просторный, целых 44 квадратных метра. В нашем случае установлена большая двуспальная кровать, хотя также доступна опция с 2 односпальными. В номере очень уютно. Свежее постельное белье, а вокруг разнообразные кресла и декоративные подушки, создающие приятную атмосферу. Картины в зеленых тонах и колоритные светильники добавляют пространству легкого арабского стиля. За этой аркой расположились дополнительные спальные места. Арка эффектно зонирует пространство, создавая 2 уютные спальные зоны. Здесь на удобных диванчиках могут разместиться дети, а на полноразмерной кровати – родители. В номере также есть журнальный столик и вся необходимая мебель. А вот и главная фишка нашего номера – его расположение. Мы на первом этаже, с собственной террасой с выходом к бассейну. И прямо перед нами изящный фонтан, который создает особую расслабляющую атмосферу. Но этот номер нам достался не сразу. Поначалу нас заселили в номер с видом на неработающий фонтан. Вот в этой части. Обратите внимание, они без воды. Конечно, это не так критично. Все равно перед нами открывался вид на детские и большой бассейн. Но все же я попросил нас переселить. Однако у отеля была стопроцентная загрузка, и свободных номеров не оказалось. Получилось только на следующий день. И вот тут совсем другая картина. Терраса, наполненная романтичной атмосферой, где мы обожали посидеть под успокаивающий шум фонтана, особенно ближе к вечеру, когда мягкая подсветка и переливы фонтанов дарят невероятное чувство уюта. Возвращаемся в номер. Продолжим наш рум-тур. Добротные махровые тапочки и халаты. 2 пары. Если необходимо, можно еще попросить. Большой современный телевизор. Ха-ха-ха, смотрите, какой интересный момент. На экране написано, что сегодня 1 января 1970 года. Мы бы в то время из СССР по бесплатной путевке от партии КПСС прилетели. Набор для приготовления чая и кофе ежедневно пополняется. Можете пить сколько душе угодно. Здесь их действительно не жалеют. То же самое с водой. Каждый день в номере оставляли 3 бутылки по 1,5. Но если понадобится больше, без проблем. А ведь здесь, в Египте, это важно. Потому что вода не только для питья, но и зубы ей чистим. И глазки чувствительные умываем. При заселении нам выдали карту отеля, концепцию и график работы ресторанов. 2 ключ-карты от номера можно больше, но ни к чему. Дети все равно их потеряют. Также карты для полотенец. Еще талончик на soft drinks. По нему можно получить 6 напитков в первый день и загрузить в мини-бар. Если честно, всего этого вокруг предостаточно. Но в любом случае приятно. Ведь в большинстве отелей Египта, сразу скажу, мини-бар вообще не пополняется. Дальше. Важный момент, что касается освещения. На потолке нет центральных светильников. Весь свет за счет декоративных бра. Выглядит стильно, но, честно говоря, света от них мало. Только для создания атмосферы. Если планируете читать книги, этого будет недостаточно. Советую взять с собой мобильную лампу. И еще, когда нужно зарядить гаджеты, приходится использовать розетки этих светильников, соответственно, выключая их. Теперь заглянем в санузел.
Всем привет! Здесь представлена уходовая косметика в стильных черных тюбиках, гель для душа, шампуни, бальзам и лосьон для тела. Также предусмотрены бумажные салфетки. Все это доступно в неограниченном количестве. Если что-то закончилось, сразу пополню. Если потратили больше обычного, просто попросите, и вам все сразу выдадут. Зубные щетки, пасту и бритвенный набор привозим с собой. Фен, конечно, есть. Также предусмотрены стаканчики, махровые полотенца и большие и маленькие. В зоне унитаза не только туалетная бумага, но и мини-душ для гигиены. Отдельная душевая зона с тропическим душем и хорошим напором воды. И, конечно, как я всегда советую своим туристам, при заселении обязательно проверьте, как работают основные системы. Горячая, холодная вода, смыв унитаза, как уходит вода в раковине и душе. Если все ок, заселяйтесь. Если нет, вежливо попросите поменять номер, обосновав причину. Продолжаем изучать оснащение номера. Радует современный сейф с цифровым замком. Это действительно очень удобно. Посмотрите, каких милых лебедей нам слепили из полотенец. Такое внимание, конечно, приятно. Уборка в номере проводится ежедневно. Что касается чаевых, это полностью на ваше усмотрение. Можно оставить $2. Это совсем небольшая сумма. Как я заметил, персонал обычно закреплен за определенными номерами, и на протяжении всего нашего отдыха убирался один и тот же человек. Поэтому, если решите поощрить сотрудника, можно сделать это в начале отдыха. Давайте сразу расскажу о других категориях номеров пятерки Сентида. Еще в этой части, кроме номеров в категории комфорт, расположены Family Room. Это семейные номера. У них 2 спальни, отделенные межкомнатной дверью. Таких номеров в отеле немного. Я бронировал отель за месяц до поездки, и вот таких Family, к сожалению, уже не было. Категории номеров комфорт, как мой, и семейные могут иметь вид на бассейн, обозначенный как Pool View. Вид у них будет примерно такой, как у меня. Также могут быть и с видом на сад, Garden View. Мне такие тоже понравились, в них есть своя особая атмосфера, но некоторые Garden View с видом на аквапарк. Еще особенность. Некоторые номера с видом на бассейн расположены близко к ресторану МОС. И во время ужина с открытой зоной барбекю может доноситься запах дыма и кебабов. По поводу шума от анимации в зоне бассейнов. Их нет. Днем тут не проводятся анимации, а вечером всего лишь играет живая музыка. Создает спокойную атмосферу релакса. А веселые вечеринки проходят на территории четверки, куда мы с вами обязательно заглянем. А пока переходим к следующей категории номеров – Superior Room. Они есть чуть-чуть в нашей части, а в основном расположены здесь. У них очень живописная территория. Superior – это однокомнатный номер без отдельной зоны кровати для детей, как, например, в нашем комфорт. Здесь одна большая кровать или 2 односпальные, вид на сад или на бассейн, с балконом или террасой. Это стандартные и самые доступные номера отеля площадью 40 квадратов, идеально подходящие для 2 туристов. В зоне этих номеров царит атмосфера полного спокойствия. Нет громкой музыки, никто не шумит, что делает это место идеальным для размеренного отдыха. Еще тут расположен кактус-бар. Он работает с 10 утра и до заката. Свое название бар оправдывает полностью. Он находится рядом с огромной кактусовой оранжереей, что придает ему особый колорит. Это очень спокойное место. Здесь никогда не бывает многолюдно, играет лишь фоновая релакс-музыка и можно неспешно наслаждаться коктейлями. Аллея кактусов – ухоженная зона с интересными растениями, кустарниками и цветами, где продуман каждый элемент ландшафтного дизайна. На территории отеля растет достаточно много пальм. Они здорово спасают от жары, создавая естественную тень. А впереди видим зону теннисного корта. Сюда мы еще вернемся, когда будем знакомиться с активностями отеля.
А пока покажу вам еще одну интересную особенность этой части отеля. Это Олимпийский бассейн. С этой стороны также расположены номера категории Superior. Особенность в том, что сюда обычно заселяют гостей 18+, чтобы обеспечить максимальную спокойную атмосферу. Тут установлены пляжные кровати с балдахинами и идеальное место, когда хочется просто отдохнуть и насладиться солнечной погодой возле бассейна. И еще важный момент. Есть номера Superior с видом на дорогу, где периодически проезжает местный транспорт, ТАВ-ТАВ, а также автобусы и автомобили, следующие к ресепшн при заезде новых гостей. Друзья, пока специально не озвучиваю цены на категории номеров. Сначала нам нужно обойти весь отельный комплекс и посмотреть все варианты размещения. Увидев полную картину, в финале мы вместе сориентируемся по актуальным ценам, и вы легко выберете то, что подходит именно вам под ваш бюджет и запрос. Ну что ж, друзья, мы позавтракали, заселились и теперь отправляемся за самым главным, ради чего сюда прилетели. Это Красное море с его потрясающим коралловым рифом и комфортным песчаным пляжем. Пойдемте, увидим все своими глазами. Проверим, насколько тут классный пляж, что за развлечения и еда ждут отдыхающих. И, конечно, поныряем с маской, чтобы познакомиться с местными рыбками. Корпуса нашего Сентида расположены в 700 метрах от берега. Пешая прогулка займет не больше 10 минут. Самое то, чтобы размяться после сытного завтрака. По пути смотрим архитектуру других корпусов, любуемся пальмами, кактусами и оригинальным ландшафтом. А можно быстро доехать с комфортом, прокатиться на таком ТАВ-ТАВе. Обычно он открытый, так что едем с ветерком. Иногда его заменяет автобус, если он на ремонте или много пассажиров. Путь на шаттле – это отдельное развлечение. Водители вежливы, а гости всегда позитивные. Как я понял, это местные египетские туристы. Создают веселую атмосферу. А если итальянцы, то вместе с русскими запевают свое «Lasciatemi cantare». Вот мы и добрались, и понимаем, что до самой воды еще предстоит спуститься. Любуемся на море сверху. Это просто завораживающе. Взгляните на эту красоту. Лазурное море лежит у ваших ног и манит к себе. Как же мы долго ждали этот отпуск. И вот мы здесь. Наш отель расположен в южной части курорта Шарм-эль-Шейх, а пляж спрятался между утесами бухты Рас-Уль-Сик. Считается одной из самых безветренных, закрыта от холодных северо-западных ветров, поэтому здесь можно отдыхать круглый год, и летом, и зимой. А еще здесь одни из лучших пляжей для снорклинга. Справа от Риф Оазис расположен популярный отель Джаз Фанара Резорт 4 звезды. Его пляж славится пологим входом. А слева тоже четверка Фараана Риф Резорт. Отель в марокканском стиле, и видим много туристов, комфортно купаются в море. Наш пляж, пожалуй, лучший в этой бухте и уж точно самый протяженный. Но есть нюансы. Это спуск. Берег здесь скалистый, поэтому спускаемся по лестнице или по такому пандусу. Им, кстати, пользуется персонал на электрокарах. Также по нему подвозят малоподвижных гостей, что очень удобно. Чуть ниже уровнем расположились джакузи с шезлонгами и зонтами. Это идеальное место, чтобы отлично провести время с шикарными видами. Окунуться в прохладную воду джакузи можно как перед визитом на пляж, так и после, как вам больше нравится. И да, это невероятно классная фотолокация. Виды отсюда открываются потрясающие, и вы однозначно удивите своих знакомых такими кадрами в статусах и сторис. Продолжаем спускаться по лестнице. Количество ступенек я не считал, но визуально высота примерно как 2-3 этажа. Кому интересно, можете посчитать. Я сейчас пробегусь по ней наглядно. В атмосфере играет музыка, солнышко греет, море зовет. Мы на пляже. Перед нами ряды шезлонгов, ярко-желтое полотенце и много гостей.
Обратите внимание на скалистый берег. Это не минус, а природная защита бухты. И как вы, наверное, уже заметили, в воде очень много туристов. А все потому, что здесь комфортный заход в воду. Идеально для плавания и отдыха с детьми. И не только. Еще с пологого берега можно сразу попасть к красочным кораллам. Вы только посмотрите на этот потрясающий песок. Он то, что надо, будто молотый без присутствия крупных камешек. Берег песчаный, но при этом мелкие волны не баламутят воду, и она прозрачная. В левой части пляжа расположена эксклюзивная территория нашего Сентидо 5 звезд. Разметка условная, табличка и цвет полотенец. У пятерки они бирюзовые, а у четверки желтые. Пляж отлично оборудован. Полотенца новые, приятные, махровые. Шезлонги тоже современные и в хорошем состоянии. И главное правило. Гости Сентидо пятерки загорают на любой части этого большого пляжа. А вот гости Reef Oasis Beach четверки только на своей желтой зоне. В начале пляжа Сентидо такая интересная локация с парящими скалами. Супер для фото. А еще тут в воде створки моллюсков. И какой же хороший пляж без бара. Вот и здесь, прямо на берегу, небольшой, но очень удобный бар для гостей Сентидо. Не нужно идти до главного пляжного бара, все под рукой. Можно взять самые разные напитки, от соков и чая до алкоголя. Кстати, по крепкому алкоголю ассортимент тот же, местного бренда «Фараон». Из самбука, виски, арака, водка, бренди. Лично мой фаворит на весь отдых – простая содовая со льдом и цитрусами. Невероятно освежает и способствует легкому пищеварению. Советую. Нет ничего приятнее, чем растянуться на самой кромке прибоя, там, где теплый песок встречается с морской волной. Это лучшая медитация для меня. Лежать наполовину в воде, наполовину на суше. Мой рецепт идеального спа на отдыхе. Это одновременно и солнечная ванна, и природный джакузи. Плавки, конечно, потом полная песка. Ну что ж, настало время исследовать, что представляет собой вход в море. Этот вопрос волнует многих туристов. Какое здесь дно? И главное, почему вдоль всего берега так много отдыхающих, которые комфортно купаются, заходя кто по пояс, а кто по шею? Давайте разберемся. Итак, зона для плавания делится условно на несколько частей с помощью оградительных буйков. Есть один общий периметр и пара внутри него. Вот первая малая зона в левой части пляжа. Вот малая зона в правой части пляжа. Между ними находится проход к основной большой части, где можно плавать за малыми зонами вдоль всего пляжа и любоваться кораллами. Отправляемся исследовать малую зону. Вода прозрачная, и пока уровень по пояс, дно чистое и песчаное. А вот чуть глубже, где уровень выше пупка, начинается зона с каменистым дном. Ходить по нему голыми ногами вполне комфортно. Многие так и делают. Эти камни на самом деле являются старыми мертвыми кораллами, которые успели обрасти мягким илом и сгладились. Однако для полного комфорта я все же рекомендую надеть кораллки, хотя лично я обходился без них. Вода уже по шею, и я плаваю, не задевая дна. И тут вот они, наши первые гости, разноцветные рыбки. Первый навстречу яркий попугай, похожий на карпа, попавшего на карнавал. А следом важная компания хирургов. Знаю, что среди этих обитателей есть как безобидные, так и настоящие хищники. Поэтому главное правило – руками не трогать, только глазами.
Чуть позже про отдельных персонажей расскажу подробнее. Итак, мы посмотрели малый периметр. Второй, в принципе, такой же. В них можно спокойно поплавать, зайдя по песчаному дну. И точно есть на кого посмотреть. А теперь давайте поплаваем дальше к морю. Пройдем между двумя малыми зонами. Как видите, вода уже по шею. И обратите внимание, туристы плавают босиком, так же, как и я. То есть они спокойно зашли по песчаному входу и поплыли. Ноги уже не дотягиваются, и это очень хорошо, потому что тут притаились мины, морские ежи, диадема, изящный, но грозный страж подводного мира. Эти черные иголки не просто украшения, а чрезвычайно хрупкие и ядовитые колючки. Дальше уже знакомые хирурги. Этот разновидность зибросома дежардена, красавец со светлыми полосками, обитает в лагунах и на склонах рифов. Хирурги опасны из-за острых, словно скальпель, шипов на хвосте, которые при угрозе расправляются и могут нанести глубокие порезы и содержат токсичную слизь, которая вызывает сильную боль и воспаление, а раны долго заживают. А здесь притаилась павлиния гаруппа, рыба из семейства каменных окуней. Очень похожа на китовую акулу. Ее мясо может содержать сигуатоксин, мощный яд, поэтому есть ее рискованно. Начинается самое интересное – живые коралловые рифы. Вы только посмотрите на это разнообразие. Коралл-мозговик. Он и вправду поразительно напоминает извилины человеческого мозга. Замысловатый лабиринт, созданный океаном. И снова мимо стайка хирургов. В Красном море они чувствуют себя как дома. Они предпочитают защищенные спокойные лагуны и коралловые рифы, где можно укрыться от течения и крупных хищников. Плывем дальше. Подо мной самые разнообразные кораллы. Они образуют целые коридоры. Многие кораллы, к сожалению, уже мертвые. А вот этот яркий красный коралл – это так называемый коралл цветная капуста. Очень характерный для Красного моря. Они здесь бывают самых разных цветов. А здесь среди скелета коралла приспособилась волнообразная ракушка. Это тридакна, двухстворчатый моллюск. Иногда их называют царь-ракушкой. Не пытаемся засунуть в нее свой палец. Острые края ее створок опасны. Вы посмотрите на эти удивительные розовые создания, как будто кусочки меха. Это морские цветы актинии. Конечно, их не трогаем. Все-таки это один из видов жгучих кораллов. Вот, ребята, в этих местах я сейчас плаваю и наслаждаюсь подводным красочным ландшафтом. Тоже хирург, его разновидность золотоспинный. То, что он такой красивый, это не делает его безопасным. Он такой же вредный. На хвосте у него острые шипы, о которые легко порезаться. Плывем по коридорам из кораллов. Как мы видим, примерно процентов 50 на 50 живые кораллы и частично мертвые. Еще одна разновидность хирурга и кораллы, словно каменные лопухи. А это полосатая рыбка абудефтуф, более известная как рыба-сержант. Свое название она получила за строгий форменный окрас. А это тоже полосатая, но совсем другая рыба – губан пятиполосый. Итак, друзья, подведем промежуточные итоги нашего плавания. Главный лайфхак. Чтобы увидеть эти кораллы, не нужен понтон или пирс. Мы просто зашли с берега по песчаному дну, искупались кто по пояс, кто по шею и легко доплыли до кораллов. Вернулись так же просто. И скажу так, наше знакомство с подводным миром только начинается. Впереди еще более яркие и красочные кораллы. А сейчас выходим на сушу, отдохнем, продолжим исследовать пляж и обязательно перекусим. Пойдемте к основному пляжному бару. Посмотрим, чем здесь можно подкрепиться. Шезлонги целыми пачками, хватит всем. А если персонал порадовать долларом, он сам тебе подготовит шезлонг и застелит полотенце.
На берегу играет позитивная музыка, очень весело. Отдыхающие развлекаются с итальянскими аниматорами. Мы тоже к ним присоединимся, но только сначала перекусим. Главный пляжный бар работает с 10 утра, а пиццу и снеки подают уже с 11 до вечера. Так что можем спокойно тут находиться до самого ужина. Пиццу готовят прямо при вас. Это не разогретый полуфабрикат, ребята, а ароматная пицца из печи. И сразу скажу, основная масса отдыхающих тут итальянцы. Думаю, они бы устроили забастовку, если бы пицца была плохой. И она реально классная. Мне безумно понравилась. Смотрите, напротив еще одна станция. Тут готовят бургеры. Вкусные, сочные, с добротной мясной котлетой. И про картошку фри тоже не забыли. При вас собирают, можно отказаться от лука или попросить добавить вторую котлету. Что могу сказать? Выбор вполне достойный. Пара видов пиццы, сочные бургеры, хрустящая картошка фри и море напитков. Я считаю, что для отеля Египта, для пляжного бара с 11 утра до вечера это просто шикардос. По напиткам все, что нужно. Разливное пиво Сакара, горячий чай, кофе, коктейли, весь ассортимент крепкого фараона. Холодный каркаде и липтоны. А я, как обычно, балдею от содовой слаймы. Наш пляж живет в ритме карнавала. Каждый день проходит веселая танцевальная анимация. Сразу скажу, русской анимации на пляже нет. Она итальянская. И если честно, хоть бразильская или мексиканская, разницы нет. Ребята, вам же с ними не разговаривать, не научные темы обсуждать. Весь год же дома болтаем, ругаемся, соседи, работы, новости на ТВ и так далее. Отдохните от всего, просто танцуйте, участвуйте в играх. Ведь для этого достаточно улыбки и жестов. Просто повторяйте незамысловатые движения и погружайтесь в атмосферу праздника. И не заметите, как на третий день начнете отплясывать, как настоящие звезды латино. А потом будете учить этим танцам всех коллег на новогоднем корпоративе, как этот позитивный пухляж. Поверьте, эти воспоминания и движения останутся с вами навсегда. Пойдемте посмотрим, какие еще активности есть на пляже. Пожалуйста, пляжный теннис и волейбол. Представляете, как здорово песок обжигает, пятки солнце слепит в глаза, а ты забиваешь красивый гол. Тут же профессиональная школа дайвинга. Для гостей доступно полное снаряжение, профессиональное оборудование, костюмы и ласты. Бесплатные пробные уроки для новичков и погружение повышенной сложности по дополнительной оплате. Опытные инструкторы все подробно объясняют, с помощью карт показывают маршруты со всяким богатым подводным миром. Важный момент по пляжу. Видим, как по пандусу сюда приехал электрокар за малоподвижным гостем. И сотрудник всегда готов помочь. А для комфортного и безопасного входа в воду на пляже предусмотрены специальные кресла. Очень приятно видеть, когда создаются все условия для того, чтобы каждый человек, независимо от своих физических возможностей, мог насладиться морем и солнцем. Большой респект администрации отеля за это. В этот раз мы отправились на пляж пешком. Главное, не забываем солнцезащитный крем. Я обильно обмазал нос, потому что сгорает моментально. Неспешная прогулка занимает около 7 минут и ничуть не утомительно. Дорога живописна, архитектура корпусов и продуманный ландшафт создают ощущение постоянного путешествия по зеленому парку. По пути можно свернуть в бар и освежиться бодрящим коктейлем.
А эти изумительные кактусы, их причудливые формы и бесчисленное разнообразие каждый раз радуют глаз. И, конечно, финальный штрих. Большие глиняные горшки добавляют тот самый местный колорит. И вот ты уже по-настоящему чувствуешь, что ты в Египте. Сегодня продолжим знакомство с пляжем и исследуем понтон. Правую часть кораллов. Длина плавучего понтона 105 метров. Кто-то говорит, что ходить по нему неудобно, кто-то испытывает трудности. Но на этот случай мы уже знаем, на этом пляже идеальный вход в море с берега. Нас интересуют кораллы вот в этом месте. Отсюда открываются живописные виды. Кстати, вместо понтона на других пляжах может быть пирс. Это неподвижная конструкция на металлических опорах с деревянным настилом. И по длине тоже разная. Например, в Рикса-Сигейт в Шарм-эль-Шейх его длина почти километр, и по нему курсируют электрокары. Лично для меня это доставляет невероятное удовольствие. Возвращаемся в нашу уютную бухту. Здесь на конце понтона вас ждет небольшая площадка. Идеальное место, чтобы просто посидеть, подышать морем или эффектно нырнуть в бирюзовую гладь. Кстати, про площадку тоже интересное сравнение. Например, в отеле Домина Coral Bay установлена самая большая платформа в Шарм-эль-Шейхе со своими бассейнами и шезлонгами. А в Сентидо в этом просто нет нужды. И вы уже знаете почему. Потому что здесь почти вдоль всей линии пляжа комфортный вход в море с песчаным дном. Морская вода здесь настолько кристальная и чистая, что даже не обязательно отплывать от понтона. Даже здесь можно разглядеть кораллы и пестрых рыбок, словно сквозь стекло аквариума. А теперь смотрите, что творится прямо под ногами. Давайте-ка окунем сюда камеру. И опа, видите этого красавчика? Это же хирург. Разновидность аравийский хирург. Просто загляденье. Дети тут даже начали давать им имена. Вот, например, этот, Дуся. Правда, это не обязательно, что именно она. Смотрите, как туристы весело ныряют с понтона. Вокруг плавают рыбки, и тут приличная глубина. Конечно, возникает вопрос безопасности. Мы видим разный подход. Кто-то плавает в спасательных жилетах, кто-то чувствует себя уверенно без них. Здесь постоянно дежурит спасатель. Мне довелось стать свидетелем момента, который впечатлил меня до глубины души. В какой-то момент спасатель буквально взлетел со своего места и молнией ринулся в воду. Почти одновременно подоспел второй. Они быстро подхватили девушку, которой стало плохо, помогли ей выбраться и оказали помощь. Вся операция заняла секунды и была проведена невероятно слаженно и профессионально. Для меня, как для турагента, который ежедневно отправляет людей на отдых, этот случай имеет огромное значение. Видеть, что о безопасности моих туристов заботятся на таком высоком уровне, это бесценно. Теперь я могу с чистой совестью рекомендовать этот пляж. А теперь давайте нырять. Непередаваемые ощущения. Шаг с понтона, и ты в другом мире. Вода мгновенно окутывает с ног до головы, и ты в невесомости. Нас и здесь сопровождают мелкие рыбки. Правда, иногда слегка покусывают, немножко боязно, но забавно. Тут плавучие буйки с уходящими на глубину канатами. Они специально для тех, кто хочет потренироваться в погружении. Пока спускаясь по канату. Советую попробовать. Давление ощущается сразу. Уже на отметке 2 метра понимаешь, насколько мощно давит вода. Важный момент – выход из воды на понтон. Подниматься придется по вертикальной лестнице. Учтите, нужно крепко держаться руками и быть готовым к тому, что подъем требует определенных физических усилий. Итак, мы исследовали понтон. Теперь время плыть к кораллам.
С левой стороны мы уже плавали, заходя с берега, а теперь изучим правую сторону. И сразу чувствуется разница, здесь кораллы богаче. И смотрите, меня уже сопровождают наши старые знакомые, те самые веселые рыбки. Мы в роскошном коралловом саду, среди мозговиков и кораллов, похожих на цветную капусту. Прямо под нами дайвер, и мы наткнулись на пузыри его кислорода. Невероятно, какая же тут красота! Посмотрите на этот ландшафт, какие виды, просто дух захватывает. О, смотрите, смотрите, на дне проплывает скат. Да, в Красном море водятся такие красавцы. Какой же все-таки здесь красочный мир. А вот и наши знакомые хирурги. А вот еще один скатик притаился, и возле него какая-то мелкая рыбка заигрывает. Это иглобрюх или рыба-шар, мастера самозащиты. При опасности они мгновенно наполняют водой особые мешки в желудке и превращаются в колючий шар, недоступный для хищников. Какая-то большая рыба не успела разглядеть, кто это такой важный. Вы посмотрите, какой красочный коралловый бублик. Творение самой природы. При ближайшем рассмотрении его причудливая форма вызывает еще большее восхищение. Осознание того, что его создала не рука человека, а естественные процессы, заставляет замедлиться и задуматься. К сожалению, с каждым годом такой красоты становится меньше. И так здорово, что у нас есть возможность прямыми рейсами из множества городов России всего за 5-6 часов оказаться в таком потрясающем месте и увидеть эту красоту Красного моря своими глазами. Кажется, нас атакуют темные хирурги. Снова встречаем синего моллюска тридакну. Видите, как она сжимается? Это природный фильтр. У нее есть две трубочки внутри, типа сифонов. Через одну она втягивает воду с едой, через другую выпускает. Так она дышит и питается одновременно. С этим обитателем вы знакомы. Название у него не самое романтичное. А это павлиния гаруппа. Тоже видели ранее. Это как будто немного другого окраса. Еще один уникальный обитатель рифа. Коралл Диплоастрея гелиопора. Он такой пористый и интересный на вид. Это единственный сохранившийся вид в своем роде. Настоящий живой ископаемый. Этого уже ни с кем не перепутаем. А вот рядом спинорог Пикассо. Когда испугается, начинает жужжать. Рыба-бабочка. Название из-за легкости движения. Будто порхает в подводных садах. Это цветной карп рыба-попугай. Это дижадерна парусная. А вот еще цветной попугай. Прямо мимо нас проплывает ласкирь, настоящий морской карась. О боже, смотрите, это что за сказочное создание? Это же наш знакомый коралл Диплоастрея гелиопора. А в нем, как в уютной квартире, поселился моллюск тридакна. Забавная морская дружба. Риф действительно красочный и разнообразный.
Еще мне повстречалось удивительное создание, которое с юмором можно описать как чудовище размером с докторскую колбасу. Я прикрепил камеру к ноге, чтобы дотянуться до него. Перед нами галатурия, более известная как морской огурец. В странах Азии его именуют трипанг, подают как дорогой деликатес и широко используют в традиционной медицине. Однако эта популярность обернулась для него бедой. Чрезмерный вылов привел к тому, что многие виды морских огурцов сегодня находятся на грани исчезновения. Обидно, конечно. Я думаю, это еще один повод задуматься. Наши деликатесные пристрастия не должны стоить жизни целым видом земных обитателей. Друзья, вот и завершилась наша подводная экскурсия по самому яркому и красочному участку кораллового рифа. Полное впечатление, возвращаемся на берег. А где впечатление, там и аппетит. С легким перекусом в пляжном баре мы уже разобрались. Теперь тянет на что-то основательное. И да, мы с пляжем еще не прощаемся. Впереди обед в ресторане с потрясающим видом на море. Приглашаю вас в атмосферный ресторан «Цитадель». Расположен на верхнем уровне пляжа. Один из основных ресторанов в формате шведский стол. Принимает всех гостей отельного комплекса «Риф Оазис» на завтрак и обед. Важные нюансы. Здесь действует дресс-код. Несмотря на курортную расслабленность, это не пляжный бар, поэтому требуются шорты, футболка или легкая накидка. Еду и напитки нельзя выносить из зала. Дизайн элегантный, оригинальные люстры и бра на стенах. Приятные тона интерьера смешиваются с небом и морем через прозрачные потолки и стены. Обратите внимание, атмосфера неспешная, тихая, без суеты. Работают классические вентиляторы и создают приятную прохладу. А какие потрясающие панорамные виды на море открываются отсюда, просто сказка. Стойки с блюдами начинаются с презентации свежих овощей и изысканных салатов. Большое разнообразие, оформлено все красиво и выглядит аппетитно. Доносится вкусный запах свежеиспеченной пиццы. Пиццайолло прямо при вас колдует над хрустящими основами. На мясном острове нарезают вкусняшки, запеченный в маринаде ароматный цыпленок. Рядом на зоне раздачи аппетитная белая рыба на пару, различные тушеные блюда. Здесь отбивная из говядины и жареный краб на гриле. Для идеального сочетания гарниры. От классических жареных овощей и риса до хрустящей картошки фри. Хочется супа? На выбор итальянский с колбаской или кремовый кукурузный. Обжаренная брокколи и пикантная курочка с имбирем. Разная паста, в том числе и с соусом под заказ. И, конечно, сладкий финал – десерты и выпечка. Красочные фрукты, сухофрукты, апельсины, сливы и так далее. По напиткам весь ассортимент, который доступен в других барах и ресторанах. И, конечно же, вино белое и красное. Главное здесь потрясающий вид на море. Благодаря расположению на возвышенности наслаждаемся панорамой. От живописных морских горизонтов до обзора всего пляжа. Идеальное место для того, чтобы совместить изысканный обед с эстетическим наслаждением. Из предложений шведского стола мой выбор сегодня.
Фрукты, овощи, содовое с лаймом, нежный краб и весьма оригинальный на вкус кукурузный крем-суп. А салатик здесь и вовсе возведен в ранг искусства. Настоящее украшение стола. Скажу так, для пляжного обеда разнообразия блюд более чем достаточно. Я сытно, полезно, а главное, очень красиво пообедал на берегу моря. Теперь на Тафтаф и отправляемся в номер, чтобы присоединиться к своей семье. Приятно прокатиться с ветерком, любуясь ухоженной зеленой территорией отеля. Раз уж, друзья, мы заговорили об обеде, я вас приглашаю еще в один ресторан, который доступен исключительно для гостей пятизвездочного отеля Сентидо. Тот самый, в котором мы завтракали по приезду. Первое, что встречает гостей, отдел разнообразных овощей и салатов. Как готовые миксы, так и возможность собрать свой вариант. Свежая зелень и хумус для любителей более насыщенных вкусов. Невозможно не отметить безупречную организацию, удобно расставленные стопки тарелок, качественная и, что важно, целая посуда, без единого намека на сколы и плохую мойку. Остров, где представлено блюдо дня от шеф-повара. Каждый день готовит что-то особенное, эксклюзивное. Сегодня, например, мясо говядина Веллингтон. Блюдо из говяжьей вырезки, запеченное в слоеном тесте. Брать можно абсолютно без ограничений. Сколько хотите кусочков, сколько хотите подходов. Повар с радостью вам все положит. Заправляем соусом и добавляем овощей в гриль. А вот, например, обед на другой день. Тут же на смену сочному мясу пришла изысканная рыба, приготовленная по оригинальному рецепту. Неизменным остался главный принцип. Не стесняемся, порции по-прежнему не ограничены. И еще один из обедов – утка на гриле. Было прекрасно прожарено, щедро заправлено насыщенным маринадом и обладало на редкость нежной текстурой. И вот моя тарелка на обед. Нежная утка, золотистая жареная картошка, сочные котлеты-гриль и легкие овощи. Отдельного внимания заслуживают вяленые томаты. Я их обожаю. Их пикантный вкус совершенно волшебным образом раскрывается в сочетании с мясом. Смотрим дальше. Станция пасты, где макароны на любой вкус. Конечно, соус болоньезе. Обжаривают филе цыпленка или котлеты из говядины, или в один из обедов миниатюрные шашлычки из мяса индейки на изящных деревянных шпажках, а также филе белой рыбы. И вот еще пример моего обеда. Легкий шашлычок из индейки, рыба и то самое фирменное мясо Веллингтон. К этим блюдам я выбрал рис и добавил немного соуса. И покажу еще один из вариантов обеда, посвященный морской теме. Центральным блюдом стали ароматные крабы, приготовленные на гриле. Рядом с ними жарились сочные королевские креветки, а паста, спагетти, макарошки на этот раз подавались в изысканном исполнении с ассорти из морепродуктов. В качестве гарниров повара предлагали баклажаны, цукини и брокколи, обжаренные во фритюре, до золотистой хрустящей корочки. Дополнение – салат из морепродуктов. Он просто великолепный. Это не тот мелкий морской коктейль, который продают в супермаркетах. Нет, здесь все по-настоящему. Кусочки очень крупные, хрустящие, невероятно мясистые. Мне прямо очень понравилось. Идем дальше. Ресторан не перестает нас удивлять. И вот смотрите, жаркое из бэби-осьминогов. Мимо такого я точно не пройду. Я вообще очень люблю отели, где делают акцент на морепродуктах. И самое главное, здесь мы каждый день встречали рыбное блюдо или что-то из даров моря. И это не акция раз в неделю типа рыбный день, а постоянная практика. Вот в другой раз. Это жаркое из креветок и мидий. Постоянно есть из чего выбрать, и это не может не радовать. Есть отварные диетические блюда, так что можно легко собрать себе полезный и легкий обед без лишних калорий. Супы как минимум два вида – минестрона и кремовый куриный, или французский луковый и морковный кремовый. Блюда, конечно же, все очень хорошо приготовлены, качеству вопросов нет. Десерты всегда яркие пирожные, воздушные, восточные сладости.
Обязательным дополнением к обеду свежие фрукты. Яблоки, дыни, сливы, финики, апельсины, нектарины, виноград, а также фруктовый салат. Все перечисленное доступно гостям без ограничений. Можем обедать на свежем воздухе, правда, немного жарковато, имейте в виду. И, конечно, внутри помещения, где кондиционеры. Зал почти полон гостей, но столиков всем хватает, как и различных блюд. Иногда в час пик возможна очередь на входе на пару минут. Совсем не критично. По напиткам в обед подают вина, пиво, как в целом по отелю, местные алкогольные и безалкогольные напитки. После обеда тихий час, как в детском садике. Немного отдохнув, мы снова отправляемся на пляж, проводить солнце и завершить пляжный день. К этому времени солнце уже постепенно скрывается за горами. Пляж покрывается остатками золотистых солнечных лучей, и в эти моменты здесь нет громкой музыки и зажигательных активностей. В первую очередь, ближе к 6 вечера спасатели начинают мягко просить туристов покинуть понтон. Все-таки темнеет, и у морских обитателей, скажем так, начинается вечерний клев. Покинув понтон, можно еще провести время на песчаном берегу. Начинается спокойная фаза, безмятежное лежание на шезлонгах и неспешные прогулки по кромке песка. Он теперь не раскаленный, а лишь теплый, ласковый, и по нему так приятно идти босиком. Это отличное время, чтобы помедитировать под шум прибоя, помечтать, погулять вдоль моря и просто подумать о жизни. В такие моменты сами собой приходят ответы на насущные вопросы и рождаются верные решения. Но главное наслаждение после полудня – это, конечно, само море. Окунаешься в очень теплую воду, принимаешь эти чудесные морские ванны и испытываешь полнейшее блаженство. Эти кадры не просто обзор, а про состояние души. Я делюсь с вами самыми теплыми семейными моментами, которые становятся частью тебя, той самой нитью, из которой соткано счастье. И неважно, где это – в Египте, в Сочи, где-то в горах Урала или на Мальдивах. Важен сам свет, яркий и добрый, который они оставляют в своем сердце навсегда. С наступлением вечера море постепенно пустеет. Теперь уже спасатели и здесь просят всех выйти на берег. Шезлонги один за другим освобождаются, но пляжная жизнь еще не замирает. На пляже созданы все условия для комфортного отдыха. Имеются душевые и зоны для переодевания, также туалеты. Уровнем выше джакузи тоже закрываются. Место очень популярно для фотосессий. Видим, красивая пара делают запоминающиеся селфи на фоне заката. Наверху можно сполоснуть ноги от песка. И вот уставшие, но невероятно счастливые, мы возвращаемся в номер на Тафтафе. Идеальный способ завершить этот чудесный пляжный день без утомительной ходьбы. Территория постепенно погружается в вечернюю атмосферу. Зажигаются фонари, и гости неспешно расходятся по номерам, чтобы подготовиться к главным событиям вечера. В номер заходим напрямую, через нашу террасу. Это дарит особый домашний уют и комфорт. Главное запомнить именно вашу дверь, чтобы случайно прям в купальнике в чужой номер не попасть. В это время дня территория отеля обычно пустеет. Гости отдыхают в номерах, набирая сил перед насыщенным вечером. И вот после 6 все постепенно наполняется жизнью. По дорожкам начинают неспешно прогуливаться нарядные пары и семьи, а в воздухе витает предвкушение чего-то прекрасного. Как правило, все начинают свой вечер с ужина. Мы тоже не исключение и отправляемся в ресторан «Мос». Наш основной ресторан отеля Сентида. Помните, мы здесь уже успели и позавтракать, и пообедать. Уверен, вечером он откроется для вас с новой стороны. Стоит солнцу скрыться, отель наполняется особой романтикой. Загораются фонари, фонтаны начинают красиво подсвечиваться.
Можно выбрать место на открытой террасе, наслаждаясь свежим вечерним воздухом и прохладой фонтанов, или расположиться в элегантном зале. У входа вас ждет шеф-повар, виртуоз в гриле. Сегодня он готовит свои фирменные кебабы. И поверьте, это нечто особенное. Они нежные, сочные, прожаренные ровно настолько, чтобы получилась хрустящая золотистая корочка. Но внутри осталась вся сочность. Просто пальчики оближешь. Внутри ресторана уже идет неспешный ужин. Можно заказать марочное вино, они за доплату. А так, по нашей концепции, включено белое и красное столовое вино. И ассортимент алкогольных напитков от фирмы «Фараон» и «Баланач», которые мы с вами уже посмотрели в лобби-баре. Начнем наш обзор с острова, на котором подают уникальное блюдо на каждом ужине. Сегодняшний хит – это нога ягненка. Его обжаривают до хрустящей корочки и подают с печеными перцами и помидорами. Повар красиво нарежет и положит сколько захотите. И так каждый вечер. Разнообразие гарантировано. Сегодня ягненок, а завтра нежные цыплята в маринаде. Или сочная утка. Никогда не знаешь, какой кулинарный сюрприз приготовил шеф. Посмотрим гриль-зону. Тут сегодня жарят стейки из говядины и бэби-осьминогов. Кстати, вот как мне, вкус у них не такой резкий, как у некоторых моллюсков, и более сложный, чем, например, у креветок. Еще сегодня баклажаны, кабачки, перец, рядом различные соусы и рыба на гриле. Различного рода паста, просто макароны или спагетти с морепродуктами. Ну и как же без королевских креветок в соевом соусе. Моя тарелка на ужин: брускетта с лососем, креветки на гриле, салат из морепродуктов. Обратите внимание на персонал. Постоянно следят за чистотой. Чуть что сразу прибирают. Посмотрим еще один остров с деликатесами. Сегодня приветливый повар готовит всякие салатики с моцареллой. Все очень элегантно. А вот другой вечер – брускетты из семги. Или вариант, когда здесь подают суши и роллы. И не просто для галочки, а прям добротные с большими кусками лосося и тунца. Все это, пожалуйста, друзья, в неограниченном количестве. Мы сегодня ужинаем за столом с красивым расположением возле окна. Зелень, различные салатики, всего предостаточно. По ассортименту примерно так же, как на обед. Посмотрим еще стол раздачи. Видим отварные овощи, какие-то фаршированные перцы, баклажаны, курочку, какую-то запеканку, восточный плов и так далее. Отель богат на разные супы. Пожалуйста, чечевичный суп традиционный для кухни Востока, кремовый куриный суп, в следующий раз морковный, луковый и так далее. Один из моих ужинов. Суп чечевичный, мясо ягненка и самые вкусные в мире кебабы, которые просто пальчики оближешь. Ну и мой фаворит – вяленые помидоры. Я прям балдею от сочетания с мясом. Напитки можно заказать официантам, можно самим сходить. Воду содовую приносят целой бутылкой. Вино столовое белое, красное и, конечно, самое популярное – кола со льдом. Фрукты так же, как на обед, плюс сочный манго и, конечно, красочные десерты. Итак, друзья, мы поужинали в основном ресторане. Разнообразие примерно как на обед, но больше деликатесов, морепродуктов и манго. Продолжаем наш вечер и посмотрим, что еще на территории Сентидо. Вот так вечером выглядит бар «Рандево». Это, по сути, продолжение лобби-бара. Его часть на террасе, возле бассейнов.
Здесь атмосферно, спокойная музыка, играет пианист. Каждый вечер они чередуются, репертуар у них примерно одинаковый. Что-то такое релаксовое и классика. Под их ритмы приятно отдохнуть, посидеть, заказав себе какой-нибудь коктейльчик. Ребята-подростки играют в настольный футбол, при желании можно и в теннис. Здорово, что им тоже есть чем заняться. Акулу поймали? Вот такая спокойная вечерняя территория Сантида. Только звуки фонтанов и мелодии фортепиано. Еще, конечно, можно посидеть в лобби-баре, который вечером преображается еще больше. Здесь кипит курортная жизнь. Можно взбодриться зерновым кофе, заказать алкогольные и безалкогольные напитки, похрустеть чипсами и просто посидеть в телефонах. И раз уж мы с вами изучаем вечернее Сантидо, то я вас приглашаю еще в одно место, где можно приятно провести вечер и очень вкусно поужинать. Это итальянский а-ля карт ресторан «Ля Террацца». Работает каждый день на ужин и доступен для гостей без доплаты один раз. Главное забронировать у Guest Relation. Также его можно посещать каждый день бесплатно на поздний завтрак или на полдник как снэк-ресторан. Здесь уютно. Столы сервированы бокалами, белоснежной посудой и, конечно же, романтичную атмосферу придают зажженные свечи. Вместе смотрим меню. Преимущественно традиционные итальянские блюда, типа минестроне, ризотто, карбонара и так далее. Как вы поняли, в этом отеле на каждом углу лепят пиццу. Это у них коронное блюдо. Обязательно свежеиспеченная самолепная пицца. Это мой итальянский рыбный суп с гренками и чесноком. Украшен креветкой. Супруги овощной суп минестроне. Салат из рукколы с сыром пармезан, помидорами и грибами. А это моцарелла и маринованные помидоры черри с оливковым маслом и базиликом. Дочери принесли салат из тунца. Как же без большой итальянской пиццы, тоже с тунцом и оливками. Дальше ризотто с морепродуктами. А я заказал равиолли из говядины в томатном соусе и базиликом. Короче, типа наши пельмени. Дочка выбрала спагетти карбонара. Ну, это беспроигрышная тема. Сыну креветки на гриле подаются с картофельным ризотто, овощами и лимонным маслом. Мне филе рыбы на гриле с овощами, а супруге ассорти. Рыбу на гриле, кальмары и креветки. Что могу сказать? Порции мега щедрые, еда невероятно вкусная. Устроили такой вот семейный гастротур на один вечер в Италию. Кстати, десерты, мы от них отказались. Места для них уже не осталось. Так что большое грация. Было очень круто. Ну что, друзья, мы с вами посмотрели вечернюю территорию Сантида. Поужинали в разных ресторанах, посидели в баре под шум фонтанов и мелодии пианиста. Тут тихо и спокойно, мягко мерцают светильники возле корпусов, а фонтаны и бассейны будто придают какую-то магическую атмосферу и тишину. Отличный выбор для тех, кто не любит звук вечеринок за окном. А где же у нас веселье, спросите вы? Где зажигательные танцы, конкурсы и анимации? Да, все это есть, пожалуйста. Проходят на территории четверки Риф Оазис Бич. И мы обязательно с вами там повеселимся. Но только завтра. Сегодня очень устали. Возвращаемся в номер. Прямо напрямую с террасы. И ложимся спать. А завтра нас ждут интересные приключения и открытие новых локаций этого замечательного отеля. Мы уже успели освоиться. За нашими плечами заселение в комфортный номер, исследование великолепного пляжа и череда вкуснейших завтраков, обедов и ужинов. А теперь настало время для детального знакомства со всем, что скрывает на своей территории отельный комплекс Риф Оазис. Приглашаю вас на прогулку от главного входа прямо до пляжа.
В самом начале территории расположен аквапарк. Доступен для всех гостей. И пятерки, и четверки. 10 различных горок. И мини-горок для детей с водными играми. По меркам Египта аквапарк приличный. Есть не только прямые скоростные спуски, но и извилистые закрытые трубы, где теряешь чувство пространства. Выполнен в стиле каменных джунглей. По всей территории дежурят инструкторы. Но и мы, как родители, не забываем сами быть внимательными, следим за нашими детьми. И момент. Когда я скатился с этой белой горки, я довольно ощутимо приземлился пятками о дно. Чуть-чуть осталось до копчика. Не смертельно, но приятного мало. Так что мужчины выше 180 сантиметров и ближе к 90 килограмм будьте аккуратнее. А еще безопасно кататься на надувной плюшке. Прямо на территории под уютной соломенной крышей расположился бар. Здесь можно отлично передохнуть, спрятаться от солнца и попить освежающих сладких напитков. И спиртного только пиво. Ну и, конечно, перекусить. Думаю, вы уже догадались чем. Конечно, свежеиспеченной пиццей. И вот он, отельный аквапарк для самых маленьких. Такой райский уголок для детей. Помимо безопасных компактных горок, здесь есть все. И искусственные водопады, и имитация скал, и целый комплекс лазаний. Постоянные брызги и фонтанчики. Двигаемся дальше, на территорию Сентида, там, где кактус-бар. Всем любителям тенниса. У меня для вас отличные новости. Здесь вас ждут несколько полноразмерных кортов. И главный бонус – оборудование предоставляется бесплатно. Платить нужно только за вечернее освещение. А для фанатов футбола есть отличное поле с зеленым газоном. Конечно, нужно учитывать, что в разгар сезона дневная жара может быть серьезным препятствием для активных игр. А мы продолжаем нашу прогулку, и я уверен, что вы, как и я, не перестаете восхищаться этой потрясающей территорией. Мы все еще на территории пятизвездочного Сентида, в зоне ресепшн. На втором этаже раскинулся фитнес-центр. Спортсменам, конечно же, нужен и тренажерный зал, несмотря на жару и ленивые все включено. Ну что ж, давайте и мы заглянем туда. Посещение тренажерного зала бесплатное. Доступны полотенца, бутилированная вода и антисептики. Довольно-таки просторный и светлый зал. Сразу видно, что здесь сделан большой уклон на кардиозону. Огромное количество беговых дорожек, эллипсоидов, велотренажеров всех мастей. Ну и для силовых тренировок тоже все есть. Обратите внимание на разнообразие тренажеров, гантели, штанги и так далее. Так что, если вы занимаетесь бодибилдингом, фитнесом или просто любите поработать с тяжестями, здесь есть все для полноценной тренировки. И самое приятное, здесь идеально поддерживают чистоту. Зал отлично кондиционируется, всегда свежо и опрятно. Никаких посторонних запахов. В целом очень комфортная и приятная атмосфера. После тренировок можно заглянуть в джакузи, хамам или сауну, посидеть, погреться за доплату примерно 350 рублей в час по предварительной резервации. Но с учетом того, что у нас на улице сауна и целое море джакузи, то в этом нет необходимости. А вот в зимний период, я думаю, пригодится. Двигаемся дальше в сторону моря, и впереди знакомство с корпусами отеля четверки Reef Oasis Beach, также с его ресторанами и барами. Обратите внимание на эти причудливые деревья и кактусовую аллею. Это граница, которая отделяет территорию пятерки от территории четверки. Хочу заметить, тут нет никакой городской дороги, тут нет заборов между пятеркой и четверкой, тут нет даже пешеходного променада, по которому гуляют туристы из других отелей. Отельный комплекс Reef Oasis – это одна большая закрытая территория, поэтому не возникает ощущения, что есть первая линия и есть вторая линия. Это просто как один большой отель.
Заглянем в корпуса четверки, номер 3. Они двухэтажные, в классическом марокканском стиле. Номера на втором этаже с балкончиками, а на первом с открытой террасой, с выходом к бассейну или в сад. В коридорах продуманы зеленые лужайки и цветы. В центре расположен уютный бассейн и бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Похожие корпуса находятся справа, через дорогу. Перемещаемся к ним по зеленой территории отеля, любуясь причудливыми кактусами разных форм и размеров. Это такие же двухэтажные корпуса под номерами 4. Тут тоже свой бассейн и бар с напитками. А еще в этой части мини-клуб. Итак, в корпусах, которые мы только что посмотрели, расположены номера категории Superior. Это самая базовая категория номеров в данном отеле. Однокомнатная с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Плюс ванная комната. В зависимости от этажности в номере будет балкон или терраса. По виду Superior Pool View с видом на бассейн или Garden View с видом на сад. По ценам, как говорил ранее, сначала посмотрим все категории, а в финале разом всю экономику наглядно сравним. Двигаемся дальше и продолжаем открывать для себя новые локации отеля. Мы в центральной части, скажем так, на площади. Здесь расположен главный ресепшн четверки. Вот он, а это дальше дорога к морю. Заглянем сюда, в сердце отеля, откуда начинается ваш отдых. Дизайн типичный для многих египетских отелей. Довольно просторно и все понятно. Уютные диванчики, все в спокойных тонах, есть отдельная стойка Guest Relation и Reception. Напротив по диагонали находится аналогичное здание, тоже Reception, но только для гостей из Италии, которые прилетели их туроператором Vera Tour. Еще на площади бар Пьяцца. Работает с 7 утра до полуночи. Вечером здесь начинаются различные танцы. Утром можно прийти за легкими завтраками, а в промежутках между обедами и ужинами можно подкрепиться снеками и пиццей. Весь день предлагают различные прохладительные напитки. Карта бара абсолютно такая же, как и во всех барах отеля. И за дополнительную плату можно взять импортный алкоголь. Я заказал себе мохито. Если здесь пьешь, то в стекле. Если на вынос, то в пластике. Мохито делают на основе листьев мяты и лайма. Ром добавляют темный. Тут же можно попить настоящий зерновой кофе. Мой фаворит – американо. Люблю его за его сбалансированный вкус и мягкую крепость. Здесь же рядом ресторан Чибум. Работает по системе шведский стол. Доступен для всех гостей комплекса Reef Oasis. То есть это один из основных ресторанов четверки Reef Oasis Beach, в который может ходить также и пятерка Sentido Reef Oasis. И сейчас предлагаю заглянуть сюда, посмотреть, как проходят завтраки. Кстати, в одном из таких ресторанов, который с видом на море, мы уже с вами обедали, когда отдыхали на пляже. Это был Цитадель. Еще из категории основных ресторанов есть итальянский ресторан Ля Джаконда, тоже шведский стол, его мы посмотрим чуть позже. А пока в Чибум. На входе летняя терраса, и нас встречает позитивный персонал. Ресторан работает на завтрак, обед и ужин. В целом приятный интерьер, но я сразу заметил, местами низкие потолки. Встречаем зону раздачи. Большой выбор сыров, далее фрукты, апельсины, бананы, сливы и так далее. Нарезают сочную дыню. Различные мюсли, хлопья, сухие завтраки, которые так любят дети. Йогурты и разнообразные джемы. Какой же завтрак без яичницы? Различные омлеты приготовят при вас на заказ. Я почему-то такой омлет на завтрак не особо. Мне все-таки больше нравится классическая глазунья с бекончиком или рыбкой. А так, конечно же, все эти омлеты приготовлены великолепно. Кускус, крупа из твердой пшеницы и тушеные овощи. В гриль-зоне французские тосты, картофельные блинчики и жареные колбаски на выбор из курицы или говядины. Томаты, перцы на гриле, готовый омлет с говяжьим фаршем. Тут и яичница шакшука, болтунья и пашот для Бенедикта.
Такое разнообразие блюд из яиц не везде встретишь, так что каждый найдет себе яйца по вкусу. Каша по утрам как минимум 2 вида – гречка на молоке или овсянка. Смотрим отдел с овощами и салатами, оливки и прочие овощные закуски. Конечно, стоит взять свежие помидоры, огурцы, лайм. После такого разнообразия жареного. Это то, что надо. А тут можно заказать нарезать отдельные ассорти из овощей. Довольно разнообразный выбор колбас. Они, как правило, в Египте на основе мяса, курицы, говядины, баранины. Свинину тут практически не встретишь. В отделе хлеба конвейерные тостеры, чтобы быстро подрумянить хлебную корочку. Тут же пекарня со свежим ароматом различных булочек и кофе. Кофемашины Nescafé с различными видами кофе. Как видите, в ресторане много залов. Столики свободные, места и еды всем хватает. Персонал бегает и суетится. Бар с напитками, и если вас не устроил Nescafé, то можно заказать зерновой кофе. Апельсиновый сок кисленький, с мякотью, консервированный, но по вкусу и структуре такой же, как свежевыжатый фреш. И завершаем обзор ресторана выпечкой. Это и круассаны, различные кренделя, бублики, как видите, всего предостаточно. Ресторан вполне ничего. Классический выбор для континентального завтрака с добавлением пикантных восточных блюд. Тут же на выходе из ресторана рядом с баром есть зона пиццы. Работает после обеда и вечернее время. Можно перекусить свежеиспеченной пиццей. Еще тут различные интересные локации с греческими колоннами. Вечером здесь проходят интернациональные анимации, на которых мы обязательно с вами побываем. Продолжим нашу прогулку и посмотрим корпуса в этой части. Тоже очень красивое место. Ландшафтный дизайн и марокканский стиль корпусов. Выдержан аналогично предыдущим. В основном двухэтажное, но также встречаются одноэтажное бунгало. Как обычно, есть комфортный бассейн, там же пул-бар. И вот что особенно приятно. Будучи гостями пятизвездочного Сентида, мы можем наслаждаться гостеприимством любого бара на своем пути. Посидеть со освежающим коктейлем за уютными столиками, рядом с зеленой территорией. Смотрите, какие красивые виды открываются отсюда. Обратите внимание, здесь имеются номера с видом на море. А если повезет, еще рядом будет такой фонтан. Тут действительно очень красивое место, где приятно находиться, выходить на свою террасу или балкон, наслаждаться всем этим видом. Это одна из фишек четверки, которой нет у пятерки. Номера с видом на море. Вот они на карте. Мы сейчас здесь и потом еще посмотрим эти, тоже с видом на море. Итак, в корпусах, возле которых только что прогулялись, расположены категории номеров Deluxe. Это однокомнатная, 40 квадратов с двуспальной кроватью или 2 односпальными кроватями, еще доп. Места. Также делюксы могут быть семейными, Deluxe Family Room. Двухкомнатная, разделенная раздвижной дверью. Есть спальня с двуспальной кроватью и спальня с 2 односпальными кроватями. И еще есть вариант Preferred, то есть улучшенный уютный номер с классической мебелью. Все эти номера могут иметь вид на море, бассейн или сад. Соответственно, будут приставки в их названии Sea View, Pool View, Garden View. Дальше к морю еще одни интересные корпуса, в которых расположились номера категории Junior Suite и Royal Suite. Джуниоры двухкомнатные, 50 квадратов, они с видом на сад. А Royal Suite 100 квадратных метров, 3 комнаты, вид на море и выход с террасы к релакс-бассейну. Вот такой потрясающий вид на море открывается отсюда. Представьте, выпить утренний кофе или вечерний коктейль, наслаждаясь бескрайним морским пейзажем. Вопрос лишь цены. Сколько будет стоить этот номер? Тоже обязательно посмотрим. Гуляем дальше по зеленой территории. Эти забавные птички встречаются тут везде.
Чем-то напоминают дятлов. У них интересный окрас, длинный узкий клюв, а хохолок иногда раскрывается в виде веера. Их название удот. И прежде чем перейти к корпусам в правой части, пройдемся по центру. Тут расположен амфитеатр. У него классическая форма, мягкие подушки на сиденьях, и вечером здесь проходит анимация. Рядом торговые бутики. Сюда еще заглянем, когда солнце сядет. Смотрите, какая красота. Целое поле кактусов. Одни выглядят вполне дружелюбно, почти как алоэ, а другие всем видом показывают «лучше не подходи». Это отличная возможность сделать уникальные кадры для своих статусов в этом очень колоритном месте. Но соблюдайте дистанцию и не прикасайтесь к растениям. Их иголки очень острые и легко впиваются в кожу. Так что особенно после бара здесь опасно гулять. А это спа-центр. Там за отдельную плату можно посетить сауну, сделать массаж или воспользоваться другими оздоровительными услугами. Честно, ничего про него сказать не могу. Не ходили. Красное море, песочек и солнце – лучшее спа для нас. И вот мы дошли до пляжа. Здесь конечная остановка Тафтафа. И открываются те самые эффектные виды на пляж и море, которые мы с вами уже исследовали и полюбили. Но это еще не все. У нас осталась неисследованная правая часть территории. Пойдемте и там прогуляемся. В этой стороне также расположились номера категории Deluxe, семейный Deluxe и Preferred. И все также в классике Reef Oasis. И с бассейнами, и с террасой на первом этаже, где можно приятно посидеть. Много-много различных растений и деревьев. Такой зеленый оазис. Думаю, жители шумных индустриальных городов оценят такой отдых. Приятно с утра искупаться в бассейне, здесь же работает пул-бар. Так что все для комфорта под рукой. Номеров много, но и территория тоже большая, поэтому создается ощущение уединения. Вы всегда можете найти свое релакс-пространство, где можно спокойно посидеть и отдохнуть. То есть не только на территории Сентидо, но и здесь достаточно спокойная обстановка. Приближаемся к берегу, посмотрим тут корпуса. Территория такая же, как везде, зеленая, просторная, ухоженная, где растут кактусы, деревья, гуляют птички на лужайке. Также есть двухэтажные корпуса и одноэтажное бунгало. Номера категории Deluxe. Вид у них на сад, бассейн или море. Номера, что ближе к бассейну, учитывайте, что здесь иногда аниматоры устраивают свои игры. И тут большой бар Коломбо. Это отличный корпус для активного семейного отдыха и для тех, кто хочет быть в центре событий. Рядом в шаговой доступности есть и рестораны, бары и амфитеатр. И до пляжа рукой подать, тоже очень важно, если вы не хотите долго идти пешком или кататься на Тафтафе. Отсюда открываются великолепные виды на пляж. Видим утесы, которые надежно защищают эту бухту от ветров. А это уставшие и счастливые туристы уезжают с пляжа. Это площадка на самом краю скалы. Настоящий уголок для релакса. Здесь отдыхаем за уютными столиками под пальмами и любуемся бескрайним морем, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Это место я назвал для себя местом силы. Сюда я приходил, чтобы просто посидеть и помедитировать. Ведь в суете будни мы редко позволяем себе остановиться и просто дышать. Еще одна локация мечты – белоснежная беседка с видом на море. Это готовый набор для идеальных фоток. Для себя, для семьи, а для молодоженов просто must-have. Советую захватить свадебное платье. Более романтичной студии под открытым небом просто не найти.
А вот там, в нашей же бухте, спряталось знаменитое на весь Египет кафе Фарша. Очень аутентичное и популярное место. Обязательно сходим туда вместе. А пока еще раз хочу закрепить с вами территорию отеля. От начала Сентида до самого пляжа. И сейчас я вас прокачу вдоль всей территории на Тафтафе, чтобы вы наглядно и еще раз представили себе весь отельный комплекс Риф Оазис. Итак, погнали, стартуем возле аквапарка и ресепшн Сентида. Проезжаем наши корпуса. А вот где кактусы визуально разделяют территорию отелей пятерки и четверки. Далее корпуса с номерами Superior. Итальянский ресторан Ля Джаконда, мы еще там не были, но заглянем. Ресепшн Риф Оазис Бич и пицца-бар. Остановочка, чтобы забрать еще туристов. И начинаются 7-8 корпуса. Отличительная особенность у пятерки – это более современный дизайн корпусов. А здесь у четверки такой марокканский, более египетский стиль с красивыми восточными орнаментами. И посмотрите на эти пышные кустарники. Они протянулись вдоль всей территории отеля. Зеленые сады со множеством кактусовых цветов и деревьев. Большая и грамотно продуманная территория отеля позволяет отдыхать без толпы и без суеты. А вам остается только выбрать максимально подходящий под себя корпус. Будь то рядом с бассейнами, ближе к морю или более тихая зона. Здесь делюксы, семейные делюксы, улучшенные преферед и ближе к морю Junior и Royal Сьюты. Подъезжаем к мини-парку с кактусами, далее амфитеатр и бутики. Вот и все. Мы на конечной станции, на пляже живописной бухты Рас-Аль-Сид. Предлагаю немного отдохнуть от территории Риф Оазиса, хотя нам предстоит еще много интересного там посмотреть. А прямо сейчас я вас приглашаю выйти за пределы отеля, чтобы вживую увидеть ту самую популярную Фаршу. На карте вот наш отель Сентида, а вот и кафе Фарша, буквально в 2 шагах. Рядом с нами Неверленд, музыкальное шоу в комплексе «1001 ночь» с танцами, фейерверками и крутой аквапарк отеля Пик Альбатрос. Если своего аквапарка мало, можно сходить сюда. Проходим с одной стороны мимо отеля Club Фараон Риф, а с другой расположились вот такие вот виллы, пропитанные местным духом, а кое-где притаились даже салоны красоты. Дорога абсолютно безопасна, и мы без всяких трудностей добрались сюда пешком, буквально за 10 минут. Друзья, мы на месте, нас встречает интригующий вход, весь усыпанный старинными аутентичными атрибутами. Много всего разного, и начало очень атмосферное. Сложно понять, куда ты попал, то ли на Гранд-базар, то ли в музей. Целых 15 лет сюда стекаются туристы посмотреть на эту колоритную атмосферу. А вот там пляж нашего отеля. Кафе Фарша в Шарм-эль-Шейхе – это не просто кафе, а одна из главных достопримечательностей и без преувеличения культовое место. Оно знаменито своей невероятной сказочной атмосферой, построено на скалистом склоне, спускающемся к Красному морю. Состоит из множества террас, балконов и комнат под открытым небом, соединенных лесенками и переходами. Это создает ощущение лабиринта. Повсюду разноцветные ткани, балдахины, ковры ручной работы, расшитые подушки и пуфы. Кругом висячие светильники, разноцветные бутылки, антикварные предметы. Отсюда открываются панорамные виды на море, особенно красиво на закате. Это настоящий рай для фотографов и любителей селфи. У меня, конечно, вопросы по Санпину, как все это протирать и дезинфицировать. Следующий вопрос – это пожарная безопасность. Везде лабиринты, кругом сухое дерево и тряпки. А если все это вспыхнет, когда здесь будут сотни гостей? Так вот, если без этих вопросов, то это восточная сказка, которая оживает вечером. Зажигаются причудливые лампы, а воздух наполняется дымом кальяна под ритмичную музыку. Мы так и сделаем, вернемся сюда после заката.
Рядом расположен Темпл пляж. Это платная зона отдыха, где можно позагорать и поплавать. Еще рядом с Фаршой расположен ресторан морепродуктов Starfish. При входе витрины с морепродуктами, разные рыбы, креветки и крупные лангусты. Выбираем, все это вам приготовят, и можно будет насладиться обедом или ужином на террасе с потрясающим видом на море. Смотрите, какое интересное местечко, прямо на краю обрыва. Видимо, готовят площадку под кафе или уютный отель, возможно, у которого будет спуск к пляжу по таким стеклянным панорамным лифтам. Думаю, и мы с вами, мои туристы и подписчики, когда-нибудь реализуем такой проект по строительству модного отеля. Будем владеть им в долях и отдыхать с комфортом, как собственники. Друзья, и вот мы вернулись в кафе Фарша вечером. С наступлением сумерек кафе преображается, зажигаются сотни огней, создавая невероятно романтичную и мистическую атмосферу. Думали просто так сюда попасть, а вот и нет. Мы прождали около 30 минут. Это время можно провести в кафе у входа, перекусить пиццей, выпить охлаждающий коктейльчик. Наконец-то прошли, и вот вечерняя Фарша. Это уже совсем другое место. Все светится и переливается. В это время эти паласы, подушки, старинная утварь еще сильнее переносят в прошлое. По контингенту мне показалось, что здесь, наверное, 90% это итальянцы, а остальные страны СНГ. Террасы заполнены гостями. Все удобно устроились. Кто-то пьет чай, кто-то курит кальян и танцует. Восточные мелодии, лаунж, египетская древность, Красное море, популярные итальянские хиты и ароматные кальяны. Все это и есть магия Фарши. Кафе принимает гостей до 2 ночи. Обязательно загляните сюда, отдыхая в Шарм-эль-Шейхе. Лучшее время для посещения – приезжайте за час до заката. Вы успеете застать кафе при дневном свете, насладиться самим закатом и увидеть волшебное преображение с включением огней. После заката, как видите, становится очень многолюдно. Одежда должна быть удобная, лучше без каблуков, так как придется спускаться и подниматься по неровным деревянным ступенькам. Доехать – самый удобный способ на такси. Просто скажите таксисту «Фарша кафе». Все водители знают это место. По итогу, сюда приходим не поесть, а погрузиться в сказочную расслабляющую атмосферу, почувствовать дух Ближнего Востока и сделать незабываемые фотографии. И это не единственное место рядом с нашим отелем. Мы еще с вами прокатимся в колоритный старый город. А пока возвращаемся в отель. Нас ждет знакомство с его вечерней инфраструктурой. С наступлением вечера территория отеля преображается, приобретая особый шарм. Иначе в свете огней выглядят фонтаны и джакузи, а гости наслаждаются ужином в разнообразных ресторанах. Давайте сегодня откроем для себя что-то новое. Предлагаю продолжить нашу гастрономическую экскурсию и посетить рестораны, где мы еще не ужинали, а после окунуться в яркую анимационную программу. Здесь, на территории четверки, буквально в 2 шагах друг от друга находится несколько баров и ресторанов. Один из них – Чибум. Помните, мы тут утром посмотрели завтрак. Пришло время открыть его с вечерней стороны и оценить шведский стол. Я понимаю, наверное, уже надоел вам с едой в обзоре, но все же это важный момент, и хотя бы быстренько, кратко вам покажу. Вот такая очередь тут собралась. Это самый настоящий час пик, но не переживайте, мы все равно пройдем и покажем, что тут происходит. И знаете, несмотря на столпотворение, внутри очень уютно и царит дружелюбная атмосфера. Персонал, как обычно, работает в усиленном режиме и с улыбкой на лице. Сразу бросается в глаза стол для сладкоежек. Как всегда, множество разных красочных пирожных. А вот мороженое, шоколадное и кремовое.
Королева вечернего шведского стола – это, без сомнения, манго. И гости с удовольствием это подтверждают, налегая на этот сочный фрукт. Запасы пополняются постоянно, так что проблем с угощением нет. Все продумано для комфорта гостей. Дети с большим удовольствием и без всякой помощи самостоятельно накладывают себе угощения. Большой выбор салатов и свежих овощей. Они нам как раз будут нужны к рыбе или к мясу. Также есть отдельные овощные нарезки, зелень, лайм и так далее. И, конечно, море солений, всевозможных овощей, салатиков, маслин и многого другого. Все выглядит действительно очень свежим и добротным. И вот что радует, несмотря на большое количество гостей, на раздаче шведского стола в любом случае предостаточное количество блюд. По напиткам пиво разливное и крепкий местный алкоголь бренда «Фараон», как и во всех барах и ресторанах Reef Oasis. Еще вина белое и красное. Далее зона раздачи горячих блюд. Лепешки, что-то из чечевицы, из индийской кухни, овощное карри, а тут азиатская, говядина, лапша типа вока. Диетический стол, видим варианты отварного мяса, рыбы, овощей. Классические блюда: гуляш, рис, овощи на пару, картошечка отварная. На гриль-станции поджаренные овощи, брокколи в темпуре, курица по-японски, кальмары. Тут паста с овощами. Отправляемся к супам. Как правило, два вида супа. Сегодня суп из томатов и итальянский свадебный суп. Название, конечно, интересное, на вид тоже ничего. Местами низкие потолки, как я уже говорил ранее на завтраке. Тут готовят суши. В интерьере разные расположения столиков. Небольшие квадратные, круглые, стулья, диванчики. Все это удобно и уютно. Пекарня с булочками, аппаратный кофе и чай в пакетиках. Про кофе, как уже показывал, есть зерновой тоже. Пожалуйста. Вот такой тут ужин в ресторане Чибум. По ассортименту и выбору он, наверное, похож на главный ресторан Мос в Сентидо. Но лично мне показалось, что в Сентидо все как-то более изысканно. А еще тут шумно, и это объяснимо. Сюда приходят поужинать гости всего комплекса. А в ресторан Мос только гости пятерки Сентидо. Конечно, это лишь мои личные субъективные впечатления. Кому-то здесь понравится больше. А сейчас я вас приглашаю посмотреть еще один ужин в соседнем ресторане. Он расположен совсем рядом, тоже на территории четверки Reef Oasis Beach. Итальянский ресторан Ля Джаконда. Тоже один из основных, то есть входит в концепцию «все включено». Не нужно ничего доплачивать, работает каждый день, его не нужно бронировать, как а-ля карт рестораны. У него формат шведский стол, принимает гостей исключительно на ужин. Погружает нас в атмосферу Италии с первых секунд. Пространство здесь открытое, в стиле беседки. Интерьер уютный, белоснежные тона в мебели и скатертях. Повсюду архитектурные элементы вроде колонн, а в центре зала даже установлен фонтан. Отель действительно хотел, чтобы мы почувствовали себя в солнечной Венеции. Пробежимся по зонам раздачи. Салатики, всякие солености, те же вяленые томаты, различные нарезки из свежих овощей, заправки, готовые салаты и так далее. Вместо кондиционеров тут классические вентиляторы. И какой же итальянский ресторан без их традиционной пиццы? Свежеиспеченные разные виды. Дальше горячее блюдо. С фруктами знакомая история. Те же манго, инжир, бананы и виноград. Что и в других ресторанах комплекса Reef Oasis. Те же десерты, пирожные, перед которыми сложно устоять.
По напиткам так же, как и во всех ресторанах отельного комплекса. И, конечно, здесь тоже подают мороженое. Мы с сыном не удержались и взяли по порции. Шарик шоколадного и шарик пломбирного. А теперь с таким вкусным зарядом продолжаем нашу вечернюю прогулку. Буквально пару шагов, и мы в пьяцца-баре. Посмотрим, что тут происходит вечером. Здесь царит по-настоящему оживленная атмосфера. Вечер в самом разгаре. Гости сидят за столиками, отдыхают, общаются и наслаждаются коктейлями. И если обратить внимание, становится ясно, кто задает тон этому вечеру. Преимущественно здесь отдыхают итальянцы. Их энергия чувствуется в воздухе. Бармены сделают вам различные алкогольные и безалкогольные коктейли, нальют пиво, соки, чай и другие напитки. А вот кто-то заказал коктейль Sunrise и пиво. За доплату есть импортные алкогольные напитки. Видим мороженое в упаковках. Думаю, вы знаете эти популярные бренды типа Орео, KitKat, Mega от Nestle. И это мороженое уже платное. Стоимость за упаковку 150 египетских фунтов. Это примерно 250 рублей. И главная изюминка этого места. По вечерам это танцы под живую музыку. Именно здесь под первые аккорды и рождается настоящее веселье. Люди начинают танцевать, воздух наполняется смехом и энергией. Это идеальное место, чтобы потанцевать с итальянцами, такими же открытыми и жизнерадостными, как и эта музыка. Очень теплая и позитивная атмосфера. Музыканты исполняют популярные композиции, и под эти мелодии гости забывают обо всем. Можно танцевать или спокойно сидеть за столиком, подтягивая коктейль, без всякой суеты. Друзья, гуляем дальше. Сейчас заглянем еще в один популярный бар. Он находится в этом же здании, этажом выше ресторана Чибу. Это Legends спортбар. Работает с 4 часов дня до 7 утра. По системе все включено. Здесь доступны алкогольные и безалкогольные напитки. Если ночью не спится, отличное место. Посидеть, выпить чего-нибудь и посмотреть спортивные трансляции. Честно говоря, я планировал прийти сюда в 2-3 ночи и снять для вас видео. Но скажу откровенно, после дневных съемок и всего этого морского плавания я так выматывался, что уже в 12 ночи просто баю-бай. А сейчас продолжим нашу прогулку в сторону моря. Вот она, знакомая дорога к пляжу. Днем мы мчимся по ней на Тафтафе, а вечером она превращается в сказочную аллею. Кактусы в свете фонарей выглядят загадочно и завораживающе. Гости неспешно прогуливаются, направляясь в бары и рестораны. Друзья, не забывайте, что территория отеля хоть и огромная, но полностью закрытая и охраняемая. Это безопасно, посторонних нет. Смотрите, это те самые кактусы, которые мы изучали днем. Амфитеатр, в который уже заглядывали, когда он был пустой. Сейчас оттуда доносится музыка и веселье. Но вот сюрприз, попасть туда нам не получится. Оказалось, что вечернее анимационное шоу здесь, именно в амфитеатре, предназначено исключительно для итальянских туристов, которые прилетели через своего туроператора Вера Тур. Поэтому вход для остальных отдыхающих закрыт. Вот такой момент, но ничего страшного, на этом анимации не заканчиваются, и мы до них еще дойдем. В здании амфитеатра расположились уютные торговые ряды. Здесь можно найти уникальные сувениры, различные масла, всякие эликсиры молодости.
Рядом расположена аптека. Здесь есть все необходимые лекарства на случай непредвиденных ситуаций, типа парацетамол, обезболивающее. В общем, базовый набор присутствует. Цены при этом вполне приемлемые. По сути, за сувенирами даже не нужно никуда ехать. Все прямо на территории. Но я открою секрет. Здесь совсем рядом старый город с его магазинами и ресторанами. И чуть позже мы с вами туда прокатимся. Посмотрим, как преображается пляж с наступлением темноты. Эти глиняные вазы с подсветкой выглядят очень загадочно. А вот те самые джакузи у пляжа. Приглядитесь, возле катера в море плавают огоньки. Так вот, это туристы, они занимаются снорклингом и с помощью фонарей изучают подводный мир и кораллы. Как я понимаю, они точно получили специальное разрешение, потому что просто так охрана в море в это время не пустит. И раз уж мы здесь, на вечернем пляже, то заглянем в один из ресторанов, с которым мы еще не знакомы. Расположен рядом с рестораном «Цитадель», где мы с вами уже пообедали. Итак, приглашаю вас в а-ля-карт ресторан индийской кухни «Махараджа». Мы забронировали его сразу по приезду, вместе с другими а-ля-картами, расписав свой гастрономический маршрут наперед. И вот настал один из вечеров, когда мы пришли сюда на ужин. Да, это платный ресторан, но есть приятные исключения. Раз в неделю его можно посетить по системе «Все включено». Этим предложением мы и воспользовались. Этот ресторан покоряет не только кухней, но и своим дизайном. Особого внимания заслуживает просторная терраса с панорамным видом на море. Он расположен в невероятно живописном месте. Мы комфортно устроились и изучаем меню. Вы можете поставить видео на паузу и отсканировать этот QR-код, чтобы тоже ознакомиться с меню. К счастью, порции здесь не слишком большие, что позволило нам попробовать сразу несколько разных блюд, не переедая. Вынесли рыбные кусочки, обжаренные в пикантном кляре. Дочери томатный суп с имбирем и кориандром. Мне бульон из баранины, приправленный индийскими специями. Сын выбрал самое знакомое для себя блюдо – рис, картошка фри, соус и курочку карри. Мы с супругой заказали рис басмати в горшочке, желтую чечевицу в имбире и помидорах. Нежные куриные кусочки, маринованные в йогурте, в индийских специях, приготовленные в тандыре. И кусочки рыбного филе, тоже из тандыра, с имбирем и чили. Все это перемешиваешь, накладываешь в наан, это индийская пшеничная лепешка, и наслаждаешься вкуснятиной. Блюдо очень жгучее, зато всем паразитам капец. Ну и у кого с желудком проблемы, будьте аккуратны. На десерт салат из свежих фруктов с ванильным мороженым. Нам все понравилось. Все эти жгучие блюда в мисках, они просто передают дух Индии и позволяют почувствовать себя в другом месте, получить тот самый колорит. Так что большое спасибо. Дхани Валт Махараджа. Это спасибо на языке хинди. А мы продолжаем гулять дальше по вечерней территории отеля. И возвращаемся в центр, там где бар Пьяцца и ресторан Чибо. Здесь все еще очень активно. Хотите перекусить, пожалуйста, пиццерия, устраивайтесь на террасе и наслаждайтесь. А совсем рядом интернациональная анимация. Начинается все с детских представлений, которые ведутся на нескольких языках – русском, английском, итальянском, немецком. А затем эстафету веселья принимают взрослые. Здесь действительно можно здорово повеселиться и отлично провести время. Добрый вечер,
Начинается главное шоу. Уже звучит «Добрый вечер, дамы и господа». Стартует, пожалуй, самый популярный в отелях конкурс «Мисс и мистер Отель». Участвуют девушки из разных стран, а следом эстафету принимают мужчины. Здесь можно здорово провести время, просто посидеть в качестве зрителя или самому стать звездой отеля. And work as a model. Ребят, я не знаю, как вам это сказать. И вы, наверное, уже догадываетесь. Мы опять идем в ресторан. Да-да, рядом с зоной анимации расположен гриль-ресторан Кебабджи, предлагающий блюда турецкой кухни в формате а-ля карт. Можем посетить один раз бесплатно по системе «Все включено» и по предварительной резервации. Название ресторана говорит само за себя. Мы просто не могли пройти мимо. Его главная фишка – это ароматные мясные блюда, приготовленные на углях. Ну что ж, по нашей традиции приглашаю вас отведать настоящие турецкие кебабы. Готовятся прямо в зале, на глазах у гостей, создавая ощущение живого представления. Сразу же официанты предлагают легкие закуски и вино, дополняя гостеприимство. Это суп орзо. На первый взгляд его можно принять за блюдо из необычных круп. Но на самом деле это мелкая паста. Такой суп очень популярен в средиземноморских странах. Дальше нам устроили настоящий мясной пир. На огромной гриль-сковороде изобилие: сочный говяжий кебаб, шашлык из курицы, нежнейшие стейки и котлеты из рубленого мяса. Все это идеально дополняется запеченными на гриле овощами. Настоящий праздник для мясоедов. И, конечно, кульминацией нашего восточного пира стали турецкие сладости. На десерт мы заказали знаменитую пахлаву. Тот самый слоеный пирог, пропитанный маслом и медовым сиропом, щедрой начинкой из орехов и пряностей. Это невероятно сладко, сочно и тает во рту. И опять, мне только остается сказать, в данном случае по-турецки «Teşekkür ederim». Большое спасибо этому ресторану. А сейчас, после вкусного ужина, предлагаю выбраться еще раз за пределы отеля и увидеть, что же из себя представляет старый город. Самый колоритный вариант – добраться до него на верблюде. Но это, пожалуй, рискованно, и поездка займет много времени. А вот такси – идеальное решение. Всего за $5 вы быстро и с комфортом доберетесь до цели. Кстати, важный момент – у отеля есть свой собственный трансфер. По прайсу до улицы Эль-Меркаты или старого города $5. Для маленькой группы до 4 человек легковушка, а для компании побольше просторный мини-автобус. Там цена, соответственно, подороже. Старый город находится недалеко, всего в 3 километрах от нашего Сентида. Пешком это 30-минутная прогулка. Но мы решили воспользоваться городским такси. И не прогадали. Буквально через 5-7 минут мы уже были на месте. Еще издалека, не подъехав окончательно, мы увидели, как нас приветствуют яркие огни. Само место напоминает колоритную городскую площадь, наполненную гуляющими горожанами и туристами. Именно такую, какой ее представляешь. Не дайте названию «старый город» ввести вас в заблуждение. Мы знали об этом секрете заранее, и поэтому, приехав сюда, не стали искать древние развалины. Это не исторический квартал, а умело созданная туристическая зона, построенная в конце 20 века. Но в этом и есть ее прелесть. До 1960-х годов на этом месте была простая рыбацкая деревушка, а теперь сюда приезжают за особыми впечатлениями, чтобы погрузиться в вечерний египетский колорит, выйти за пределы отеля и именно так, как мы с вами сейчас, неспешно прогуляться и развеяться. Сердцем этого города стала эффектная мечеть. Мы не заходили внутрь, но с удовольствием любовались ее архитектурой со стороны. Мечеть Аль-Сахаба. Ее торжественное открытие состоялось лишь в 2017 году. На сегодняшний день это вторая по величине мечеть в Шарм-эль-Шейхе, уступающая по размерам только мечети Аль-Мустафа. Вот такой он, старый город. Место, которое туристы полюбили прежде всего за знаменитый восточный рынок с красивым названием Old Market. Здесь можно просто гулять, делать покупки, фотографироваться, посидеть в уютном кафе.
Вас ждут лабиринты улочек с бесчисленными магазинчиками, где можно найти все от восточных сладостей, специй и до уникальных сувениров. А тут посмотрите, какая обувь. New Balance, Gucci, Fendi. Как думаете, это, наверное, оригиналы? Сколько здесь манго. Многие, кстати, туристы целые коробки домой везут. Это отличный гостиниц. И не забывайте торговаться, это само собой. В среднем где-то по $1–1,5 за килограмм. Взгляните на это изобилие. Прямо здесь на рынке можно купить свежайших морепродуктов. Только выбирай. Вот они, красавцы, огромные крабы и лобстеры, осьминоги, кальмары, угорь и десятки видов свежей рыбы. Здесь не заказываешь по меню, а выбираешь лично. Персонал понимает по-русски даже лучше, чем по-английски. Так что смело указывайте на понравившуюся добычу, и вам ее приготовят. Фарос – это сеть из 3 рыбных ресторанов в Шарм-эль-Шейхе. Продолжаем прогулку по магазинам. И к кроссовкам Gucci можно купить часы Rolex или Ulysse Nardini. В среднем за $100. Наверное, тоже оригиналы. Шутка, конечно. Как видите, тут точно найдете подарки для близких. Да и просто прогуляться тоже приятно. Наша экскурсия завершена. Обратная дорога на том же такси. Мчимся по ночному городу, за окном мелькают огни. Из колонок льются восточные мотивы. А мы вместе подпеваем таксисту. Какой приятный вечер, друзья. Хочу еще раз похвалить наш отель. Он действительно прекрасен. Его роскошная территория создает ощущение зеленого оазиса, который радует нас своей красотой и днем, и ночью. И вот наш обзор близится к финалу. Целых 12 дней позади. Не верится, что завтра вылет домой. Ну, дорогие мои, я не прощаюсь с вами. Сегодня доброй ночи. А завтра утром мы встретимся на завтраке на берегу моря. А еще расскажу про сюрприз от авиакомпании. И мы вместе подведем итоги этого незабываемого отпуска, поставив в нем яркую, красивую точку. Новый день начинается с живописного рассвета и новости о том, что наш рейс задерживается более чем на 10 часов. А мы успевали ранним утром позавтракать и должны были до обеда уже улететь. И вот встает вопрос, что нам делать до вечера после выселения из отеля. Как правило, в таком случае переселяют в более экономный отель или просто ждешь свой трансфер на ресепшн. Но пока точной информации нет. Так что пока давайте позавтракаем. Ресторан, наверное, узнали. С ним мы уже успели познакомиться во время обеда. Это «Цитадель». Что может быть прекраснее, чем встречать новый день в ресторане с видом на бескрайнее море и величественные утесы? А под легкими золотыми лучами рассвета эта панорама выглядит особенно завораживающе. Друзья, здесь невероятно атмосферно и красиво. Соответственно, архитектура ресторана спроектирована так, чтобы вы могли насладиться всем этим через панорамные витражи и видеть небо через речную крышу. Классические вентиляторы, просторные террасы, окутанные лучиками рассвета, приятный дизайн и неспешная атмосфера. Свежие салатики, хрустящая зелень, аппетитные оливки и разнообразие сыров. Беру всего по чуть-чуть.
Здесь видим джемы, йогурты, то, что нужно утром, с абрикосом, с клубникой или натуральной. Свежая выпечка к чаю, полезные сухофрукты, хрустящее печенье и зефир. Обратите внимание на свежие фрукты. Такой набор здесь есть в каждом ресторане. Это, можно сказать, базовый комплект всего необходимого. А на ужины добавляется сочная манго. Тут выпечка от шеф-повара. Круассаны, пончики, различные слойки подаются с топиками шоколадным и карамельным. Горячее блюдо. Здесь идеальная чистота и порядок. Но главное — это продуманный дизайн. Во всем детали, которые создают ту самую атмосферу тепла и уюта. Аппетитные овощи на гриле, французский тост и фалафель. Фалафель — это измельченные бобы во фритюре. Далее каши, овсянка и рис на молоке. Чудесные помидорчики под румяной сырной шапочкой. А здесь аппетитные колбаски, томящиеся в томатном соусе. Душистый рагу из белой фасоли. И колбаски на гриле из говядины и курицы. Тут еще блюдо для сытного завтрака. Питательная закуска из бобов, рядом итальянская фриттата. Такой плотный омлет с начинкой. Или, пожалуйста, просто картофельное пюре. Можно дополнить теми самыми аппетитными колбасками с гриля. А на этой станции шеф-повар готовит разные виды яичницы и омлета на заказ. Хотите классическую глазунью? Пожалуйста. Нежнейший скрэмбл – легко. А здесь у нас основа для яиц бенедикт. Уже готовые яйца пашот. Остается только добавить булочку, соус и сыр. И шедевр готов. Вот такая сытная и питательная тарелка у меня получилась. Все, что нужно для идеального утра. В итоге понимаешь, что завтрак в таком месте – это нечто большее, чем просто еда. Это ритуал, который дарит твоему телу энергию, а душе эмоциональную пищу и эстетическое удовольствие. И как же тут без десертов? Красавцы-круассаны, шоколадной нутеллой. Вы на отдыхе, расслабьтесь и позвольте себе вкусняшки. Диета подождет дома. Итог. Просто потрясающее утро. И завтрак в ресторане у моря, который входит в число основных ресторанов в формате шведского стола. И доступен всем гостям, и пятерки, и четверки, без каких-либо доплат и резерваций. Надеюсь, друзья, мне удалось вам передать его вкус и атмосферу. А теперь отправляемся собирать чемоданы и на ресепшн, чтобы узнать дальнейшую судьбу с нашим выселением и задержкой рейса. Честно, не хочется отсюда уезжать, но все когда-то заканчивается. Кстати, ладно, хоть заранее узнали о задержке рейса, а не так, что только в аэропорту, а то пришлось бы коротать время в зале ожидания. Итак, подходим к информационным папкам туроператоров. И что мы видим? Здравствуйте, уважаемые гости. На рейс, который должен был сегодня улететь, всем в отеле номера продлили на 1 ночь. А ваша информация по вылету будет вечером после 18:00 на ресепшене. Проверьте, пожалуйста. Ура! Наш рейс задержали, а нас оставили в отеле, да еще в наших же номерах. Впереди еще один солнечный день, наполненный позитивными эмоциями. Мы были благодарны Всевышнему за такие обстоятельства.
Еще один целый день вкусных ресторанов, пляж, море, подводный мир. Мы впитывали каждый лучик. И только вечером, счастливые и довольные, поехали в аэропорт. Друзья, мы с вами досмотрели большой обзор отельного комплекса Reef Oasis, в составе которого отели Sentida Reef Oasis Senses 5 звезд и Reef Oasis Beach 4 звезды. Надеюсь, я смог создать для вас максимально полную картину отдыха в этих отелях. Теперь время подвести итоги. Давайте еще раз выделим главное преимущество комплекса. Расставим все точки над «и» в сравнении пятерки и четверки. И, как я обещал, посмотрим актуальные цены. Итак, главное – это пляж на Красном море. То, ради чего мы приезжаем в Египет. Большой, песчаной, в безветренной бухте Рас-Уль-Сид, которая закрыта скалами от холодных зимних ветров. Здесь комфортно и летом, и зимой. Пологий песчаный заход в море, по которому комфортно зайти искупаться, в том числе семьям с маленькими детьми. Еще тут легко прямо с берега заплыть красочным кораллом или нырнуть к ним с понтона и увидеть богатый подводный мир, с обитателями которого мы с вами познакомились. И теперь вы знаете их название. На пляже можно проводить весь солнечный день, веселиться на анимациях, играть в спортивные игры, утолить жажду в пляжных барах, там же перекусить свежеиспеченной пиццей и бургерами. Или основательно пообедать в ресторане у пляжа с панорамным видом на море. Следующее преимущество отеля – его расположение. В шаговой доступности популярное кафе «Фарша» и колоритный старый город для шопинга и прогулок. Еще одна сильная сторона отеля – это питание, которое по египетским меркам смело можно оценить выше среднего. Напомню ключевые отличия по питанию. Гостям пятерки доступны все 4 основных ресторана со шведским столом. А гостям четверки 3 из них. Все гости могут ужинать в 5 а-ля карт ресторанах, 3 из которых можно посетить по одному разу бесплатно. А что касается напитков, на территории целых 10 баров. И все они открыты для гостей пятерки. В то время как четверке доступны 7 из них. Алкоголь представлен местными брендами. При этом хорошего качества от известных проверенных производителей. Доступен круглосуточно. Следующее преимущество – огромная зеленая территория. Причудливые кактусы, большие пальмы, декоративные деревья – все это создает такой комфортный зеленый оазис среди пустыни. Значит, по основным отличиям пятерки и четверки – это гости четверки пользуются только своей территорией – бассейнами, барами, ресторанами и пляжем. Инфраструктура пятерки им недоступна. Корпуса четверки Reef Oasis Beach расположены ближе к морю, соответственно, имеют категории номеров с видом на море, и отсюда легко и быстро дойти до пляжа. Здесь проходят активные анимации, и гостей в 3 раза больше, чем в пятерке. И плюс гости самой пятерки сюда приходят. Корпуса пятерки Sentida Reef Oasis расположены за корпусами четверки, подальше от моря. И в этом есть своя прелесть. Здесь более спокойная и релаксовая атмосфера. Не проходят анимации, и вечерами отдыхаем под мелодии фортепиано. У гостей пятерки свой эксклюзивный ресторан в формате шведского стола и свои бары, которые недоступны гостям из четверки. У пятерки есть номера у бассейна, куда заселяют только взрослых, без детей, для максимального уединения и комфорта. Гости пятерки пользуются своей территорией, а также всей территорией инфраструктуры четверки. То есть гостям доступен весь отельный комплекс Reef Oasis. Полная свобода. В общем, и четверка, и пятерка по-своему прекрасны. И точно заслуживают вашего внимания. Выбор зависит от приоритетов и бюджета. И замечу, это не лучшие отели Шарм-эль-Шейха. Есть другие тоже лучшие со своими плюсами. И это не премиум и не лакшери. За лакшери вон в Абу-Даби летим. Это просто хорошие, добротные, по-египетски 4 звезд и 5 звезд. Посмотрим на примере моего интернет-магазина туров enjoys.travel. Просто в поиске набирайте enjoys.travel и все, и вы попадете на сайт. Дальше, значит, в меню можем выбрать туры, можем выбрать отели. Посмотрим туры, то есть в составе которых уже есть перелеты. Выбираем город вылета, свой город вылета. Вот я выберу самое популярное, например, Москва. Направление выбираем Египет.
По датам давайте, например, полетим в мае, то есть полетим 18, 21, то есть вот в этом промежутке, что самое выгодное, он по дням даст. Полетим на 7 ночей, для примера, на недельку, и количество туристов. Дальше по кнопочке «Фильтры». Вот здесь вкладка «Отели», сразу зададим те, которые нас интересуют. Риф. Просто риф нам достаточно написать, и сразу здесь уже будут предложены варианты. Вот выбираем Reef Oasis Beach Resort 4 звезды и выбираем 5 Sentida. Все, 2 отеля у нас выбраны, найти туры. Итак, Reef Oasis Beach Resort 4 звезды, 189 тысяч. Переходим в эту вкладку и можем уже посмотреть. Сразу делаю группировку по номерам, потому что так удобно. Сразу уже мы видим различные категории номеров. Вот самое доступное получается Superior Garden View. Дальше идет Superior Pool View, то есть 189, здесь 193. Вот дальше. Вот они: Deluxe Family, Junior Suite, Royal Suite. Итак, посмотрим. Давайте с видом на бассейн. Superior Pool View 193 тысячи. Переходим. Вот он, самый доступный вариант. Еще раз заходим сюда и уже видим, получается, все параметры тура. 20 мая на 7 ночей летим. Улучшенный вид на бассейн. Дополнительная услуга медицинская страховка вошла в состав тура. Трансфер из аэропорта и обратно. И вот они, рейсы. Летим из Шереметьево. И один из плюсов, когда бронируем заранее, это возможность выбора комфортных для себя рейсов по времени. То есть вот выбрать другой рейс по кнопочке, и здесь уже разные предложения. Дальше смотрим. Sentida Reef Oasis. Посмотрим пятерку. 196 тысяч. Тоже заходим сюда. Тоже делаем группировку по номерам. И самое доступное это Superior Garden View. То есть Superior с видом на сад. Следующий Superior Pool View. Чуть-чуть дороже. И вот дальше уже идут другие категории номеров. Вот Family Pool View. Comfort Pool View. Вот давайте посмотрим тоже пример Superior. Вот этого переходим в него. 202 тысячи. И то же самое все, здесь все описания, все параметры, то есть дата вылета 21 мая на 7 ночей, улучшенный вид на бассейн, медстраховка, трансфер, и вот они, перелеты. И когда уже вам окончательно что-то понравилось, можем отправить запрос. Он ни к чему вас не обязывает, мы просто вас проконсультируем подробно по данному туру. А более опытные туристы, они уже сразу нажимают кнопку «Купить», заполняем данные загранпаспортов и оплачиваем тур с помощью дебетовой или кредитовой карты, как в любом интернет-магазине, без каких-либо комиссий. Здесь же можем почитать ответы на популярные вопросы. Вот, значит, по поводу ошибок не переживайте. В любом случае мы отправим лист бронирования на согласование, вместе с вами его проверим, сверим ваши данные и после этого только уже окончательно забронируем тур. Значит, по поводу цен на Enjoy Travel, это прямая интеграция надежных известных туроператоров, никаких наценок мы не делаем, можете сравнить. Вы также можете легко посмотреть свои актуальные цены, задав город вылета: Казань, Москва, Уфа, откуда полетите, направление Египет, даты, в фильтрах выбрать Reef Oasis, количество туристов, количество ночей. И легко забронировать тур с моей личной консультацией и поддержкой. Или пишите, сделаем подборку туров по вашим параметрам. Ну и дополнительно можем предложить еще классные отели Шарм-эль-Шейха. Все полезные ссылки и мои контакты в описании под видео. И какую категорию номера я бы выбрал себе в следующий отпуск в этом отеле? Сразу скажу, отели по праву считаются возвратными. То есть многие туристы, попробовав разное, вновь выбирают эти Reef Oasis. Значит, в этом что-то есть. Так вот, в следующий семейный отпуск я бы отдохнул в 4. В номере Deluxe Family с видом на море. Да, возможно, мне будет не хватать ресторана Moss и кактус-бара. И такой психологический момент, что вот вам можно в наши рестораны и бары, а нам к вам нельзя. Но я думаю, все это перекроется близостью к пляжу. И Deluxe здесь посовременнее по ремонту и мебели. Если бы я летел сюда в первый раз, я бы, не раздумывая, взял Sentida 5 звезд. Это идеальный вариант, чтобы с разбегу объять необъятное, попробовать всю инфраструктуру комплекса, понять его географию и самому решить, где вам комфортнее будет отдыхать в следующий раз. А вот люксы типа Royal и Junior Suite я бы не стал выбирать за их цену, потому что инфраструктура все равно та же, что у всех. Это было бы мне интересно, если бы, например, у них был свой какой-то эксклюзивный Royal ресторан, или свой какой-то эксклюзивный кусочек пляжа, или там какие-то лифты были бы, например, да, когда с них там на пляж спускаешься. Вот тогда интересно было бы, наверное.
Еще момент преимущества. По территории всего комплекса стоит отметить большое количество бассейнов, в том числе с подогревом. Также полноценный аквапарк с разнообразными горками, баром и отдельной зоной для маленьких детей. Аквапарк свободно доступен гостям и пятерки, и четверки. По поводу анимации. Они есть. Дневные на итальянском, вечерние интернациональные, в том числе на русском языке. В основном участвуют туристы из стран СНГ. Ночного клуба, дискотеки до утра нет. Зато есть круглосуточные бары. На территории много локаций для фотосессий. Есть еще одна вещь, которую сложно показать в кадре, но которая формирует позитивное впечатление от отпуска. Это доброжелательный персонал. Особенно в пятерке, где мы проводили больше всего времени. Ты по-настоящему чувствуешь себя желанным гостем. И начинается это с улыбки на ресепшн при заселении и чувствуется во всем. В работе официантов, барменов, в уборке номеров. Всем им я ставлю высокую оценку. И знаете, мне сейчас даже немного стыдно. Я так и не разменял доллары как следует. Отдал свои небольшие остатки парню, который убирал наш номер, а другим все собирался, да так дни и пролетели в этой приятной суете. И еще, кто-то скажет, да ты же свой, турагент, вот и старались для тебя. Ребята, ничего подобного. Это не рекламный тур. Летал я так же, как и вы, как турист со своей семьей в самый пик сезона, когда у супруги был отпуск. Тур на 2 недели почти обошелся порядка 500 тысяч рублей. И второй момент. Этот отель в рекламе не нуждается. Бегать за тобой, как за важным агентом, тут никто не будет. Он давно и прочно завоевал любовь, в первую очередь, у итальянцев и местных туристов. Поэтому нас обслуживали ровно так же, как и всех. И еще, кто-то спросит, Феликс, а что ты только красоту показываешь? Покажи пыль под кроватью, поругайся с кем-нибудь, найди повод для скандала в барах, ресторанах. Я понимаю, такие видео в стиле ревизора набирают миллионы просмотров и становятся вирусными. Но я за этим не гонюсь. Мне важно проявить уважение к моим туристам и к тем людям, которые день и ночь работают над организацией нашего отдыха. В чем моя позиция? Вам, как туристам, абсолютно нормально и правильно делиться своим субъективным мнением. Это нравится, это не нравится, в этом нет ничего плохого. Пожалуйста. Мне, как турагенту и автору обзора, необходимо дать вам объективную картину. Моя задача показать и рассказать. Например, вот смотрите, в номере вот такое приглушенное освещение. А вот говорить, что это ужасно или наоборот идеально, я не имею права. Почему? Потому что один турист скажет, да я туда летаю не книги в бумажном переплете читать, а спать и отдыхать. Мне такой свет в самый раз. А другой возмутится, как тут вообще что-то разглядеть? Полная тьма. И оба будут по-своему правы. И я уважаю мнение каждого. Вот еще простой пример. Бывают отели 2 звезды или 3 звезды, где все очень скромно. Кто-то, посмотрев их, скажет, ну это же кошмар. Ну, если я как агент позволю себе так выразиться, я оскорблю того туриста, который летает туда в 3-й раз, и ему там все нравится. Я перечеркну его выбор и его чувства. Поэтому я максимально объективно покажу особенности, а вы уже сделаете выводы для себя, подходит вам это или нет. И возвращаясь к вопросу про пыль под кроватью. Честно, я туда просто не заглядываю. Прилетая на отдых, я сознательно ищу красоту. Я ищу плюсы и наслаждаюсь ими. И именно эти плюсы я хочу вам показать. Потому что моя цель сначала отвлечь вас от всей обыденной суеты, хотя бы на эти 2 часа видео, а потом на 2 недели окунуть вас в эту красоту. Чтобы вы забыли обо всем, отдохнули и вернулись домой переполненные яркими впечатлениями, а не мелкими придирками. Ведь этой самой пыли, проблем, негатива у нас дома более чем достаточно. Все это льется на нас целыми днями с экранов телевизоров и телефонов. Сегодня, как никогда, мы видим, насколько хрупок этот мир. Поэтому, друзья, если уж полетели на отдых, просто наслаждайтесь. Ищите плюсы, ловите позитив, собирайте красивые моменты. Ровно так, как я стараюсь делать это для вас в своих видео. А все эти мелочи, вроде слегка потертой мебели в номере или задержек рейсов, это всего лишь мелкий фон.
И стоит ли из-за него портить себе главное – возможность быть счастливым здесь и сейчас. Ну все, друзья, пишите в комментариях, что впечатлило вас больше всего. Мне очень важно ваше мнение, и я старался для вас. Если видео было полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Особый призыв к опытным туристам. Если вы уже отдыхали здесь, обязательно оставьте в комментариях свои советы и рекомендации. Так мы поможем тем, кто еще только выбирает свой идеальный отпуск. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. С вами был Феликс Набиев, ваш персональный турагент. Желаю много путешествий и увидимся на пляже.